имени низшего духа. Дядя, пожалуйста, перестаньте приставать ко мне, не смотрите на себя, и вы скоро окажетесь в земле. У нас ничего не получается. Я неправильно поняла своего племянника. Дядя не это имел в виду. Я не возражаю, если он у вас есть. Это всего лишь низкосортная закуска. Как вы можете ее достать? Ты, вонючая девчонка, просто девчонка с двойным возвратом. Осмеливаешься быть такой самоуверенной. Не писай, береги себя. Видишь ли, старшеклассники снова пристают к ученицам женского пола. Просто это так страшно, быть старым и неуважительным. Это все из-за тебя. Не приходите, старейшина подарит вам ребенка. Ну же, не убегайте, учитель. Посмотрите на брата Сюя. Вы передали это мне. Мастер Сяо, вы не смогли преодолеть скорбь, и ваша база совершенствования упала до периода закладки фундамента, и у вас остался всего 1 год в запасе. Жизнь. Учитель знает, что вы в депрессии, но вы не должны быть таким порочным. Мастер, у меня его нет, он просто плохой. Как это объяснить? Прошла 1000 лет с тех пор, как я путешествовал в этот мир самосовершенствования, и система не может меня убить. Поэтому я могу только усердно практиковаться. Неожиданно Юань Ин не смог предотвратить ограбление, но вместо этого пробудил систему возврата. Поздравляю систему возврата пробуждения хозяина. Если вы отдадите предметы дочери удачи, вы сможете вернуть их несколько раз. Но объясните это мастеру таким образом. Я боюсь, что это не будет расценено как сумасшествие. Ученик знает свои ошибки как учитель. Этот ретрит рассчитан на 10 лет, а Брайтолин на целую вечность. Теперь, когда вы стали мастером туманной секты, вам нужно заботиться о делах секты, когда учитель в отъезде. Это мастер Сяо Вэйши. Вот таблетка долголетия, которая может продлить вашу жизнь на 50 лет. За последние 50 лет вы нашли даосскую пару, которая прожила хорошую жизнь. Если у вас останется сын, то благовония тоже будут хорошими. Спасибо вам, мастер, это здорово. Наконец-то у меня есть что-то ценное, что я могу отдать. Чтобы справиться с грозой, семья уже опустошилась, и теперь можно достать только эту таблетку Шао Юань. Когда обнаруживается дочь удачи, возвращается уровень удачи S, и коэффициент возврата в 100 раз превышает степень оков, указывая на то, что степень оков увеличивается, а коэффициент возврата постепенно увеличивается. Мастер на самом деле является дочерью удачи уровня СС, и в самом начале она 100 раз возвращалась напрямую, а младшая сестра только на уровне СС. Во время этого периода духовного уединения вы должны хорошо заботиться о своем брате. Лучше помогите ему найти партнера. Я войду в тайное уединение. Мастер, подождите минутку, есть ли что-нибудь еще? Мастер, если вы уйдете, боюсь, я больше никогда вас не увижу. Встаньте, это единственное, что ученик может дать мастеру. Хотя это и выглядит как деревянная палка, на самом деле это меч более низкого качества. Я надеюсь, что мастер примет это как должное. Последние 50 лет вы жили с учителем туманной секты. Не приставайте к ученицам женского пола. Поздравляю хозяина с успешным вручением следующего волшебного меча. Первый подарок снега вызывает 10 тысяч. Кратный критический удар, который возвращает волшебное оружие. Ракета Нанминга на самом деле является волшебным оружием. Магическое оружие делится на нижнее, среднее и верхнее 4 предмета, а самый главный предмет — это магическое оружие. Оно на самом деле рождается с неба и земли. И у всей эфирной секты есть только 3 предмета. Брат, не волнуйтесь, за последние 50 лет сестра обязательно найдет вам прекрасную пару. Когда я был в детстве влюблен в свою старшую сестру, я уже поклонялся Богу и женился, но в это время хозяин пещерного дома выломал окно и просунул мою старшую сестру под дверь. Даже если это палочка благовоний, старшая сестра, я все равно умру от старости. И если я не хочу прожить еще 50 лет, я отдам эту пилюлю долголетия старшей сестре. Брат, учитель оставил это для тебя, чтобы продлить твою жизнь. Не разочаровывайся в себе. Через некоторое время старшая сестра найдет вам прекрасную невестку, так что вы сможете оставаться в секте для пожилых людей со спокойной душой. Похоже, что жесткая доставка — это нехорошо. И вы должны отправить его разумным способом, чтобы наказать и вернуть вознаграждение. Брат, поднимайтесь наверх. Я приготовила для вас тихий дворик. Сестра, я слишком стар, чтобы вскакивать с места. Брат такой жалкий. О, брат, что же ты делаешь? Просто обними меня за талию. Извините, брат хочет что-нибудь поймать, когда нервничает. Сестра, не торопитесь. Старший брат слишком стар, чтобы его можно было так сильно стимулировать. Брат, не волнуйся. За последние 50 лет я найду хорошую девушку, которая будет заботиться о тебе. Сестра, я уже такой старый, какую жену я ищу. Разве это не вредит маленьким девочкам других людей?
А что плохого в том, чтобы быть старым? Мой старший брат когда-то был таким красивым, но сейчас, даже если он стар, в нем все еще есть немного грации. А тогда в деревне ваши родители взяли меня к себе, и я не позволю им умереть. Это сотни высококачественных камней духа, и вы можете хранить их около 50 лет. Я найду хорошую девушку, которая позаботится о вас. Так уж получилось, что этот камень со 100 духами может быть использован в качестве стартового капитала для системы возврата. В будущем еще не поздно вернуть долг младшей сестре. Брат, у секты все еще есть много дел, с которыми мне предстоит разобраться. Увидимся в другой раз. Глава Дугу, должно быть, пришел повидаться со старейшиной Сюем. Старейшина Сюй, самый лучший человек. Почему же он не смог пережить катастрофу? Небеса, хороший ребенок, рукоять меча из красного нефрита и корпус железного меча ничуть не сильнее волшебного оружия, которое было у меня раньше, и они просто защищают тело. Теперь, когда у вас есть сотни первоклассных линши для стартового капитала, моноцикл с пожизненным членством можно использовать для увеличения срока его службы. Поздравляю хозяина с тем, что он увеличил продолжительность своей жизни на 50 лет, создав фундаментальный слой, а оставшаяся продолжительность жизни составляет 51 год. Ци и кровь больше не будут теряться, а органы восстановят свою жизнеспособность. Хотя его внешность не сильно изменилась, он превратился из умирающего старика в здорового старика. Следующий шаг — обменять 100 высококачественных духовных камней на ресурсы для культивации. В этой туманной секте должно быть много дочерей удачи. Луда-нянь, это я, а ты, дядя Сюй, приходи ко мне домой, когда у тебя будет время. Я хочу спуститься с горы и кое-что купить. Вы пойдете со мной? Ученик, Луда-нянь встретил мастера Сюя. Когда ученик услышал ваш призыв, он немедленно примчался сюда. Даниан, вы учитель. Сейчас у меня есть только сфера строительства фундамента. Я не могу летать с мечом, поэтому я полагаюсь на вас, чтобы вы научили меня летать. Дядя Ши, не волнуйтесь, я могу отправиться туда, куда захочу. Ученик всю свою жизнь будет учить учителя летать. А чем плачет этот сопляк? Дядя Ши пока не собирается умирать. Дядя Ши здесь. Это самая великолепная фирма Цзилайху, Сиочена. Я знаком с этой фирмой здесь. Дядя, я провожу вас на 3-й этаж. Это надолго. Неожиданно старейшина Сюй из туманной секты явился собственной персоной. Для меня действительно большая честь прийти в торговую палату. Этот лавочник уже давно не видел его, и он становится все более и более необычным. Разве это может сравниться со старейшиной Сюем? Старейшина, чего вы хотите от моей фирмы Зилай на этот раз? Пока вы говорите, мы предложим вам приемлемую цену. Обнаруженный перенос газа у самки фиолетовой рифмы, уровень транспортировки газа отдача, в 10 раз превышающая оковы одного человека, оказалась для женщин состоянием класса А. На этот раз я хочу много чего. Так что владелец магазина мне надоел. Здесь есть 20 видов магического оружия низкого качества, 200 пилюль для создания фундамента и 20 таблеток, содержащих золото. Вероятно, это все. Да, конечно. Старейшина Сюй, пожалуйста, следуйте за мной. На 2-м этаже находятся сотни артефактов. Старейшина Сюй просто выбирает, и он владелец магазина. Это золотая заколка для волос, такая красивая, что она подходит такой красивой женщине, как хозяйка магазина. Ваша фирма подарила мне 10 первоклассных закусок дешевле, и эта золотая заколка была подарена хозяйке магазина в качестве благодарности. Да, почему вы подбираете девушек? Сюйде пользуется большим уважением. Как он мог прислать такую облегающую вещь, как заколка для волос? Этот старикан умирает от старости, а он все еще думает о красивой девушке, которая присылает мне цветы. Просто у него есть такая идея, но он слишком стар, чтобы я могла с этим смириться. Благодарю вас, старейшина Сюй. Если старейшина Сюй захочет что-то покупать в будущем, ему придется много заботиться обо мне. Конечно, если в будущем возникнет необходимость в бизнесе фирмы, я, естественно, приду в фирму, чтобы позаботиться о бизнесе. Поздравляю ведущего с успешным внедрением нового продукта. Первый подарок фиолетовой удачи вызывает 1000-кратный критический удар и возвращает вилку бога Феникса 9 небес. Вилку бога Феникса 9 небес. А сила атаки огненного Феникса высвобождается после духовной силы 9 небес. Небесному богу Фениксу вводится уровень пользователя. Превосходное магическое оружие — это недостижимое сокровище в этой области совершенствования. И даже у старшей сестры есть только 2 предмета. Эта волна действительно приносит много денег, а старик притворяется владельцем магазина. Вот так. Я слышал, что старейшине Сюю остался жить всего 1 год, но он не ожидал, что у его старика все еще такой склад ума. Так что он действительно стар и силен. Разве это не доказывает, что владелец моего магазина обладает необычайным обаянием? Все в порядке. Старина Чень, давайте приступим к работе. Старейшина Сюй живет недолго. Я думаю, он придет к нам перекусить, так что мы должны хорошо его принять. Это большая жирная овца. Дядя, потерпите еще немного. Мастер уже помогает вам найти даосскую пару, и это точно будет не хуже, чем та фиолетовая рифма. Мастер, завтра я позволю нескольким красивым ученицам со стороны прислуживать вам. Я являюсь старейшиной правоохранительных органов внешних ворот. В чем они не смеют отказать этому ублюдку? Вы все еще хотите придерживаться негласных правил для учениц нашей секты? Ваш учитель именно такой человек? Я отправил кое-что этой Цзиюнь просто из вежливости. Я сказал вам слишком много, вы не понимаете.
Даниан, ваш дядя не такой человек. Есть ли еще какая-нибудь причина отправлять вещи в Цзэюнь? Это не то, что вы думаете. Просто доверьтесь дяде Ши. Босс, в ваших 3 таблетках жукидана содержится так много примесей, а качество настолько низкое, что вы готовы продать их моей младшей сестре. Вы настоящий профессионал. Клиент-мошенник. Дамы и господа, магазин только что завершил транзакцию в магазине. Теперь, когда вас так долго не было, вы возвращаетесь и говорите, что хотите поменять таблетку. Кто может знать, не поменяли ли вы эти 3 жукидана, чтобы шантажировать нас? Нет, я не тратила эти 3 таблетки жукидана в вашей аптеке. С вашей стороны отвратительно лгать мне. Не волнуйтесь, ребята. Небольшие магазины занимаются бизнесом, обращают внимание на слово «совесть» и никогда не будут продавать сомнительные лекарства. Я думаю, что кто-то, должно быть, уронил таблетку для этой девочки. Эта девочка, я думаю, вам следует поторопиться и найти вора, который уронил таблетку. Я думаю, она еще не успела далеко убежать. Вот это. Этот лавочник, как оказалось, был монахом в период Дзидань. Что происходит? У дяди Ши есть несколько внешних последователей нашей секты, у которых возникли разногласия по поводу сделки с магазином. Нам не нужно обращать на это внимание. Скоро все должно закончиться. Обнаруженная девочка Киюнь 012, уровень S, возвращает результат кратный 10, а степень оков равна единице. И уровень Киюнь будет увеличиваться с приобретением особых возможностей. Вот уже год, как мы являемся учениками Цзуна. Раз уж это случилось, пойдите и посмотрите сами. Да, нет. Небольшие магазины, как правило, открывают свои двери для ведения бизнеса, и проданные лекарства возврату не подлежат. Сестра, забудьте об этом. Этот Дэн, основанный на 3 зданиях, хотя и имеет низкое качество, но также может иметь некоторый эффект. Если вам повезет, вы все равно сможете построить фундамент. Это бессовестное плечо действительно унизило лицо Ху Сиачена. Полагаясь на наше собственное самосовершенствование, мы не можем победить его. Что происходит впереди? Кто-то издевается надо мной, учеником туманной секты? Есть хорошее шоу, которое стоит посмотреть. Ученик Лин Янь попросила старейшину Сюя восстановить справедливость в отношении ученика. Разве это не было бы таким уж несчастьем? Я действительно столкнулся с высокопоставленной фигурой туманной секты. Быстро вставайте и скажите мне, есть ли у вас какие-либо претензии, даже к старшему Сюю. Все это недоразумение. Не волнуйтесь, моя туманная секта разумна. Если мы действительно поменяемся местами, я возьму нескольких младших, чтобы заплатить владельцу магазина. Это не такой уж большой год. Возьмите этих 3 жукиданов и посмотрите, не из этого ли магазина они пришли. В этом нет необходимости, не нужно проверять. Мы компенсируем 9 камней духа среднего качества и сразу же заберем вора, чтобы компенсировать ущерб. В таком случае, спасибо вам, владелец магазина. Вы позвонили Линь Яню, посмотрите на ваш нефтеперерабатывающий газ Nine Heavy. У меня здесь есть 10 жукиданов, которые бесполезны. Цуо Зинцао отдаст их вам. Старейшина Сюй, вот это действительно для учеников. Ученик, спасибо тебе. Старейшина Сюй, ты так добр к своему ученику. Ученик, я действительно надеюсь, что ты проживешь долгую и здоровую жизнь. Поздравляю ведущего с успешным раздачей 10 таблеток для укрепления фундамента. Впервые Линь Янь наносит 100-кратный критический удар и возвращает превосходный джунянский дан Линь Сяою. С этими 10 данными для создания фундамента у вас не должно возникнуть проблем с продвижением в область создания фундамента. Если вы столкнетесь с трудностями в самосовершенствовании, приходите ко мне, и я помогу вам. Янь, спасибо вам, ученица Сюй, за то, что прислали старшей сестре 9 духовных камней среднего класса и 10 пилюль для укрепления фундамента. Это прекрасная возможность, и это прекрасная возможность найти старейшин в любое время. Старейшина Сюй так добр ко мне. Я же говорил вам, что у дяди Ши есть веская причина присылать вещи. Как вы выглядите? У дяди Ши есть веская причина. Дядя, не волнуйтесь, я все понимаю. Похоже, что первый подарок каждой счастливой девушки
неизменно вызывает критический удар. Этот великолепный Чжу Яньдань может найти возможность подарить его своей младшей сестре. Младшая сестра – дочь удачи уровня СС. И первый раз, когда она наносит еще один критический удар, получается идеально и так быстро. Поздравляю хозяина с повышением до 2-го уровня строительства фундамента. Похоже, что после приема пилюли Шао Юань, часть духовной силы, которая ушла до того, как я преодолел грозовую скорбь, вернулась. Таким образом, мир так быстро улучшается, что нужно прилагать настойчивые усилия и использовать преимущества этой целебной силы, чтобы продолжать прорываться. После прорыва на 4-й уровень строительства фундамента скорость развития немного замедлилась. Однако, учитывая предыдущий опыт развития 9 уровней Юаньин, скорость развития Джукидана достигла поразительного уровня. Постоянная практика немного утомляет. Сначала стабилизируйте сферу, а затем медленно восстанавливайте ее. Вам осталось жить еще 51 год. Не волнуйтесь, малыш. Помогите мне подсчитать, сколько жукиданов находится в пространстве системы. Осталось 184 жукидана, и 184 из них вообще не используются. Как только эта медитация закончится, я официально смогу отступить и использовать пилюлю для создания фундамента, которую дал старейшина Сюй, чтобы одним махом прорваться в царство создания фундамента. Брат, вы слышали об этом? Вчера сестра Линь была обманута недобросовестными торговцами в городе Хусяо и встретила нашего старейшину Сюя. Конечно же, да. Вчера вечером у нас за дверью произошел настоящий скандал. Могу ли я этого не знать? Давайте представим, что годы жизни Сюй Элдера — это годы эпических масштабов доброго самаритянина, что он готов впустить в эти внешние двери ученика главы. Услышав, что недобросовестный торговец лично видел, как старейшина Сюй вышел вперед, он испугался до смерти и отправил 9 камней духа среднего качества. Сестра Лин должна загладить свою вину. Сестра Лин потратила только 3 камня духа среднего качества, а заработала 6 за один раз. Я действительно счастлив. Сестра, теперь вы знамениты, и все вам завидуют. Раз уж старейшина Сюй так сказал, почему бы вам просто не поискать старейшину Сюя? Под руководством старейшины Сюя, старшая сестра, строительство вашего фундамента — это вопрос железных гвоздей. Сестра, разве это не здорово? Старейшина Сюй, вероятно, просто сказал это небрежно. Старшая сестра, как можно так легко упустить такую большую возможность? В любом случае, старейшина Сюй также очень помог вам. Он живет в наших отдаленных горах, так что вы все равно должны поблагодарить его за благоразумие, иначе вы не поймете правил. Старшая сестра права. Старейшина Сюй так много помог мне, и он очень долгоживущий, и он живет один в том другом дворе, где должно быть очень одиноко. Я привезла эту коробку песочного печенья из своего родного города, чтобы выразить ему свою благодарность. Ученик Лин Янь пришел поблагодарить старейшину Сюя. Входите, на этот раз старший ученик здесь, чтобы поблагодарить старейшину за его вчерашнюю доброту. Это знаменитое песочное печенье из моего родного города, и его принесли, чтобы поблагодарить старейшину. Встаньте и сядьте на стол. Линь Сеою, не будьте слишком формальны. Просто относитесь ко мне как к обычному старику, который умирает. Нет-нет, старейшина Сюй, ты определенно проживешь долго. Старейшина Сюй, я не буду мешать старейшине Сюю отдыхать. Затем старейшина Сюй и его ученики ушли. Не волнуйтесь, Линь Сеою. Теперь у вас есть мастер снаружи. Нет ни старейшин, ни учеников. Только 9 инструментов для совершенствования. И вы еще не достигли стадии создания фундамента. Линь Сеою, я думаю, что вы очень талантливы. У вас есть 10 пилюль для создания фундамента. И мы должны успеть к периоду закладки фундамента. Вчерашняя встреча с Линь Сеою считается судьбой. Если в будущем у вас возникнут какие-либо трудности с дверью, добро пожаловать. Просто приходите ко мне. Ученик, спасибо вам, старейшина. Несмотря ни на что, я сказал, что мы с вами предназначены друг другу судьбой. Линь Сеою, не могли бы вы оказать мне услугу? Люди стареют, и у них всегда болят плечи. Линь Сеою, помоги мне расправить плечи. Мои старые кости почти не могут двигаться. Никаких проблем. До тех пор, пока я могу что-то сделать, я буду делать это для старших. Старейшина Сюй, просто скажите это легко, почти, и все. Да, продолжайте быть таким же вкусным. Линь Сеою, этот торт действительно вкусный, намного лучше, чем те пирожные в кафетерии. Если старейшине Сюю это понравится, я попрошу свою маму прислать еще, чтобы старейшина Сюй мог почаще есть это блюдо. Линь Сявую, мы почти на месте, спасибо вам. Нет-нет, старейшина Сюй очень добр ко мне. Это пустяки. Если старейшине Сюй это нравится, я буду делать ему массаж каждый день. Но есть ли у вас волшебные средства для защиты вашего тела? А у меня не хватает перекусов. Это императорское блюдо, оружие низшего класса для нападения. Это кольцо, оружие низшего класса для защиты. А меч низшего класса дается вам для самообороны. Примите его. Благодарю вас, старейшины, за вашу любовь. Старейшина, если у вас есть что сказать своим ученикам, пусть они умрут в будущем. Поздравляем ведущего с успешным возвращением 3 видов магического оружия низшего уровня. Золотой заколки для волос из яшмы, среднего магического оружия, меча Сюаньгуан, среднего магического оружия, метеоритного меча. В космической библиотеке хранятся 3 магических оружия среднего класса. Старейшина Сюй действительно добр ко мне. Независимо от того, что я хочу сделать в будущем, я охотно отплачу ему тем же. Сестра, почему вы здесь? Сестра, давайте посмотрим, как вы пойдете в другой двор старейшины Сюя, чтобы прийти и посмотреть, как там дела. Старейшина Сюй должен быть очень добр, не так ли? Вы что-нибудь рассказывали?
Ну что же, я ни на что не указывала. На самом деле нет. У старейшины Сюя болят плечи, я просто массирую ему плечи. Что такое массаж плеч? Это хорошая вещь. Это показывает, что у старейшины Сюя хорошие отношения с вами, и он очень хорошо к вам относится. Это не имеет значения. В этот раз я не давала инструкций, и я обязательно дам вам инструкции по практике в следующий раз, когда вернусь. Сестра, почему у вас в руках так много магического оружия? Вот это. Это 3 низших артефакта. Это подарил мне старейшина Сюй. Он сказал, что это моя награда за то, что я сделала ему массаж. Песочное печенье, которое принес ваш маленький друг, очень вкусное. Вот 3 магических оружия среднего класса. Не волнуйтесь. Если у вас будет возможность отправить этих учеников для очищения ци и создания фундамента, этого будет достаточно. Магическое оружие среднего уровня лучше всего давать монахам, у которых закончился срок действия пилюль. Этот линьян обладает хорошей квалификацией, и когда противник достигнет периода создания фундамента, он может послать еще одну волну. Моя дорогая мама, вы все слышали об этом? Это безумие. Просто безумие. Где же мой император, предлагающий 9 небес? У меня есть 3 волшебных оружия. Старейшина Сюй вчера подарил сестре Линь еще 3 артефакта более низкого качества. Не паникуйте, у вас еще есть шанс выслушать мой анализ. Сейчас приближается предел возможностей старейшины Сюя, и у него в кармане должно быть много хороших вещей. У него нет ни разума, ни детей, а это значит, что никто не унаследует его реликвии. Вот почему он так щедр. Старейшина Сюй, я здесь, я хочу быть вашим крестником. Если вы не практикуете сунь-цзы, то просто принесите старейшине Сюю чай, налейте воды, вымойте ноги и застелите постель. Я бы тоже так поступил. Старейшина Сюй, если вы живете один во внешних горах, убирать двор определенно неудобно. Это не имеет значения, старейшина Сюй. Раз уж мы здесь, в Айшане, почему мы, ученики, бездействуем? Просто дайте мне прибраться. Это действие происходит довольно быстро. Старейшина Сюй, брат Чижоу, слишком устал, чтобы убирать в одиночку, так что я тоже помогу ему. Старейшина Сюй, рядом с вашим двором есть осиное гнездо, и это ядовитая пчела. Предоставьте это мне, и я стану старейшиной Сюй. За вашим двором упало несколько больших деревьев, что выглядит немного неприглядно. Это не имеет значения. Ученик, пойди и отнеси это старейшине, и убедись, что оно точно такое же, как и раньше. Старейшина Сюй, ваши комнаты могут протекать, когда идет дождь. Ученик, это позволит вам провести капитальный ремонт. Забор не был закреплен, и именно старейшина Сюй передал его ученику. Я подмету для вас в доме и натру пол. Должно быть, доставка вещей официально распространилась одна за другой. Не используйте эти короткие пути по максимуму. Подождите некоторое время, энтузиазм этих учеников пройдет, и они уйдут. Как бы то ни было, обнаружена Цзэн Люсян, дочь удачи, с уровнем удачи S, 10-кратной отдачей и определенной степенью сдержанности. О, кроме того, здесь проводится операция по удалению газов у женщин. Мне показалось, что старейшина Сюй только что смотрел на меня. Это точно. Старики тоже мужчины. Пока это мужчина, мы, красивые женщины, не можем не нравиться ему. Эти идиоты напрасно так себя ведут. Ученики старейшины Сюя, после того, как мы приведем себя в порядок, мы уйдем. Большое вам спасибо. Идите медленно. Ученики старейшины Сюя закончили преподавать цветы и ушли. Маленький друг, как тебя зовут? В каком штате ты сейчас находишься? Но у нас есть мастер и ученик Цзинь Люсян, который сейчас является заместителем главы фонда. Мой учитель Джоу Сяо Сяо, диакон из команды правоохранительных органов, который сегодня беспокоит Цзинь Сиою. Сиою поливал цветы и растения в моем маленьком дворике. Я думаю, что у нас с Сябой общая судьба. Здесь 10 Джукидан. Я больше не могу использовать Лао Май, так что приму это как благодарность. Ученик, благодарю вас, старейшина Сюй, за то, что вы прислали это письмо. Старейшина Сюй действительно кое-что отдал. Поздравляю ведущего с успешным розыгрышем 10 таблеток для укрепления фундамента. Первая поставка Цзинь Люсян вызывает 100-летний критический удар, а продолжительность жизни таблетки превосходное долголетие увеличивается на 300 лет после ее приема. Если вам удастся снова пробиться в царство трансформации, вы сможете изменить потрясающее красивое лицо прошлого. Цзинь Сяою, не будьте вежливы. Мы с вами предназначены друг другу судьбой. Если в будущем у вас возникнут какие-либо трудности в совершенствовании, приходите ко мне в любое время, старейшина Сюй, и я помогу вам. Извините, но никаких проблем нет. Цзи Сяо, будь осторожен, обращайся ко мне, если в будущем у тебя возникнут какие-либо трудности. Ученик, благодарю вас, старейшина, за вашу доброту. Старейшина Сюй очень добр. В будущем, если вы прикажете ученику, никогда не отказывайте ему. Затем отправляйте старейшину на пенсию и заботьтесь об этих старших братьях, младших братьях и учителя Чжоу Сяо. По сравнению со старейшиной Сюям, это того не стоит, вообще не упоминая об этом. До тех пор, пока я буду преклоняться перед старейшиной Сюям в будущем, этот путь совершенствования будет стабильным. Это Цзинь Люсян, коварная женщина. Но это не имеет значения. Пока она дочь удачи, она может запустить систему. Тот, который дал мастер, но среднего уровня, действительно может увеличить продолжительность жизни на 300 лет. Хорошо, что с натуральными продуктами у нас туго с их использованием. Сюй Сяо был 4-кратным на ранней стадии развития в возрасте 1008 лет, с оставшейся продолжительностью жизни в 301 год. Похоже, что Шуйондон нельзя накладывать повторно. До этого он был скрыт.
300 лет жизни вполне достаточно. Далее, начните применять тактику эфирного долголетия прямо сейчас. Цзинь Люсян, эта женщина действительно воспользовалась этим, и она не остановилась. В конце концов, она собиралась соблазнить старейшину Сюя, чтобы получить больше преимуществ. Это было действительно ненасытно. Однако старейшина Сюй понимал, что такое праведность и высокий стиль, поэтому он прямо отверг его. Похоже, что возможность старейшины Сюя получить не так-то просто. Нам все еще нужно думать о долгосрочной перспективе. Откладывается всего 10 яиц, а этого совсем недостаточно. Линь Янь пробыл в другом дворе старейшины Сюя всего полдня и получил 3 магических оружия низкого качества, в то время как я тоже пробыла там полдня. Но только 10 пилюль для строительства фундамента. Может быть, что-то не так? С точки зрения внешности, я сознательно не уступаю Линь Яню в плане развития, и я в несколько раз выше его. Линь Янь сейчас в ретрите. Это прекрасное время, чтобы быть на вершине. Сегодня вечером я полностью уничтожу старейшину Сюя и позволю ему передать ресурсы мне. Переваривание Жукидана замедлилось, и теперь переварились только 2 кусочка. Но, к счастью, королевство успешно достигло 5-го уровня строительства фундамента. Тренируйтесь с такой скоростью, рано или поздно вернетесь к пику и наберете обороты. Теперь в космической библиотеке есть магическое оружие и превосходные виды магического оружия, так что вам не нужно беспокоиться о силе. Это старейшина Сюй. Старейшина Сюй, вам должно быть неудобно жить здесь одному, не так ли? Ученик хочет прислуживать вам, приносить чай и наливать воду. Пожалуйста, не испытывайте неприязни к старшим. Позвольте мне быть вашей служанкой. Я буду хорошо вам служить. Я брею свое лицо, и вот оно. Это лицо, похожее на большой торт. И теперь я очень уважаемый внутренний старейшина. Если вы примете младшего брата в качестве горничной и выдадите его, репутация у вас будет плохая. 2 маленьких друзей, я прекрасно справляюсь сам по себе. Возвращайтесь поскорее, иначе другие увидят это и подумают, что я буду запугивать ваших учеников, чтобы они ушли на пенсию, основываясь на их старшинстве. Эти чертовы сопляки посмели распространять слухи о старейшине Сюе без разбора, из-за чего нам пришлось бежать ни с чем. Это так отвратительно, не правда ли, Цзэнь Люсян? Эта женщина действительно тоже пришла. Не спрашивайте, она, должно быть, тоже хочет получить прибыль. Видя их опозоренный вид, старейшина Сюй очевидно выгнал их вон. Но я отличаюсь от них. Что это за женщина, которую зовут старейшина Сюй, она не ест его сервиз. Уходите, давайте просто подождем здесь. Я бы хотела немного посмотреть на него, как могло случиться, что глава лица земли оказался не в себе. Сегодня у меня есть маленькие золотые друзья, особенно когда дверь открыта, я не знаю, как это называют. Ученик Сюй, большое вам спасибо за 10 таблеток для укрепления фундамента, которые вы мне дали. Я взяла на себя смелость прервать сегодняшний день, чтобы обсудить сделку со старейшиной Сюем. Давайте поговорим о разных вещах. Несколько друзей, что бы вы хотели сказать старейшине Бену? Старейшина Сюй, не обижайтесь. Вы достигли своего преклонного возраста, и гроза снова потерпела неудачу, и вы должны быть бессильны вернуться на небеса. Я слышал, что вам осталось прожить еще 1 год, и вы готовы стать старейшиной, служанкой и мастер-старейшина, пока старейшина Сюй не отвезет журавля на запад, чтобы принять его в качестве служанки. Так что у вас есть повод отдать ресурсы в любое время, и вы можете заставить систему вернуть их. Цзинь Ситаю, не волнуйтесь, будьте моим учеником. Не беспокойтесь о том, чтобы развивать ресурсы. Благодарю вас. Старейшины, ученики должны служить старейшинам всем своим сердцем. Поздравляю хозяйку, дочь удачи, которая была повышена до 2-го уровня удачи на полградуса, а коэффициент отдачи увеличился в 20 раз. Сейчас у нее несколько степеней. Цзинь Сиою, вы можете носить магическое оружие на своем теле, а у ваших учеников есть только 1 магический меч низшего уровня, который был подарен мне моим учителем. Это 1 магическое оружие высокого класса, 1 магическое оружие низкого класса и 10 камней духа высокого класса должны быть использованы для вашей самообороны. Вы впервые получили это. У меня есть 10 видов магического оружия высшего класса. Это эквивалентно 100 камней духа среднего класса, чтобы заработать целое состояние. Старейшина Сюй, спасибо вам. Это всего лишь тривиальный вопрос. Как я уже сказал, Цзинь Сяою связана со мной судьбой, и я дам вам кое-что. Поздравляю ведущего с вручением магического оружия среднего класса от Цзэньшань за то, что он впервые успешно увеличил степень скованности, нанес 1000-кратный критический удар и вернул превосходное магическое оружие на уровень 4 морей. Поздравляем ведущего, предоставившего следующую статью «Закон мира» с успешным возвратом 2 кусочков в разделе «Закон мира о продуктах». Поздравляем ведущего, отдавшего 10 кусочков линши высшего сорта с успешным возвратом 200 кусочков линши высшего сорта. Старейшина Сюй, ученик удалился первым. Позаботьтесь о своем теле, если у вас недостаточно ресурсов, обратитесь к старейшинам. Вы очень мужественны. Чжоу Сяо, этот уродливый мужчина средних лет, даже не может сравниться по прическе со старейшиной Сюем. В будущем мы должны хорошо служить старейшине Сюю и получать больше пользы. Старшая сестра, Цзинь Люсян вышел на свободу, посмотрите на него. О, боже мой, дорога шаткая. Должно быть, вчера его всю ночь швыряло. Как он мог сбить старейшину Сюя с толку? Это невозможно. Я в это не верю. Я не верю, что старейшина Сюй такой человек. Брат, признайте реальность. И Линь, и Цзинь Люсян остались во дворе старейшины Сюя, а Цзинь Сян даже остался на всю ночь.
Может ли это быть подделкой? Учитель, если у вас есть такое мнение, просто скажите своим ученикам раньше. Зачем беспокоиться о старейшине Лу? Вы близки со старейшиной Сюем. Или вам следует пойти в старейшина Сюй просит совета, спрашивайте совета. И спрашивайте четко. Если это всего лишь слухи, давайте разберемся с ними побыстрее и предупредим следующих, чтобы они не распространяли их без разбора. В конце концов, старейшина Сюй пользуется большим уважением в моей секте. Так что, боюсь, слухи, если их не опровергнуть, окажут на меня немалое влияние. К сожалению, подобные вещи могут произойти и с высокоуважаемым старейшиной Сюй. Старейшина Сюй умирает от старости. Даже если у вас такое сердце, сможете ли вы обрести такую силу? Дорогие старейшины, я не думаю, что вам нужно спрашивать об этом дядю Сюя. Дядя Ши, продолжительность жизни его старика невелика, и он одинок в наших отдаленных горах. Вы все еще хотите, чтобы эти глупые вещи беспокоили нас? Дядя Сюй? Это просто смешно. Дядя Сюй уже стар и имеет ограниченную подвижность. Поэтому он подружился с несколькими ученицами-актрисами. Что плохого в том, чтобы дать им что-нибудь? Дядя Ши страдал всю свою жизнь. Разве он не может найти нескольких учениц, которые заботились бы о нем и о его жизни? Старейшины, эти слухи, распространяющиеся по всему миру, должны быть немедленно пресечены. Старейшина Лу, судя по вашему тону. Возможно ли, что старейшина Сюй действительно общается с ученицами женского пола? Ответственный мастер уже говорил мне раньше, что он найдет причину для мастера Сюя и оставит наследника. Все присутствующие, мы должны пресечь эти слухи за дверью, и мы не должны допустить, чтобы эти слухи повлияли на брак Сюйшиба, поэтому мы побеспокоим вас. Шанпин Линши и Джукидан культивируются в одно и то же время. За последний месяц база для выращивания достигла такого уровня, что фундамент стал устойчивым, но это также недоступно обычным культиваторам. Моя база совершенствования достигла 3-го уровня, и даже те ученики, которые недолюбливали меня в будние дни, начали бояться меня. По сравнению с моим отвратительным учителем старейшина Чжоу Сиасюй, единственный, кто действительно достоин моей привязанности. Сестра Цинь действительно снова ходила к старшей сестре. Это в первый раз, это так отвратительно. Что же такого хорошего в старике, который собирается спасти свою мать? Сестра, на этот раз хозяин никогда не отпустит вас. Собак, ни мужчин, ни женщин. Цзинь Люсян, твоя младшая сестра по имени Цзинь Люсян. Когда ты впервые была принята мастером в ученики, ты очаровала меня и моего младшего брата по уши. Брат, посмотри на эту новую сестру Цзинь. Она такая грациозная и трогательная. Я боюсь, что мы не сможем найти вторую сестру снаружи. Я солгал себе и своему младшему брату о большом количестве таблеток линши, но я даже не позволил своим рукам прикоснуться к ним. Это так раздражало. Цзинь Люсян был у старейшины Сюя за ресурсами для совершенствования. Этот старый человек внешне очень уважаем и тайно совершает такие поступки, но также и для подавления общественного мнения из-за того, что старый не уважает. О чем вы говорите? Цзинь Люсян на самом деле связался со старейшиной Сюем. Старейшина Сюй, вы такой щедрый, у вас все еще должно быть много ресурсов для совершенствования, не так ли? Нет, не так уж много. Но, Люсян, не волнуйтесь. Хотя и не так много, вы определенно потратите достаточно. Даже если я поведу кран на запад, я не буду плохо с вами обращаться. Я серьезно. Люсян, большое вам спасибо. Старейшина Сюй. В чем дело? Есть несколько старейшин, которые живут недалеко от другого двора, и я не думаю, что они хорошие люди. Кто-то приближается. Конечно же, 3 воров ушли. Это невозможно. На самом деле хозяин это вы. Люсян, это ваш учитель. Моего старшего брата зовут старейшина Сюй, а его Чжоу Сяо. Это старейшина Сюй. Недоразумение есть недоразумение. Чжоу Сяо, я видел вас, вы подчиненный моего племянника Лу Даняня. Что вы здесь делаете в этот знаменательный вечер? Я подумал, что вы вор, поэтому просто выстрелил первым. Все верно, старейшина Сюй, я ваш племянник, подчиненный старейшины Лу. Старейшина Сюй. Я был очарован призраками только на некоторое время, поэтому я принял это решение. Старейшина Сюй, вы просто отпустите нас. Старейшина Сюй обладает огромной силой и значительными финансовыми ресурсами, что является той возвышающейся горой, которой действительно можно довериться и на которую можно положиться. Чжоу Сяо, вас смущает, что Люсян находится со мной, я просто даю ему рекомендации по самосовершенствованию. Это вы. Старейшина Сюй, просто пощадите меня один раз, ученик. Никогда больше не смейте этого делать. Маленький друг, он ваш учитель. Скажите мне, что делать, если вы вломитесь ночью в пещеру старейшины и задумаете что-то плохое? Старейшина Сюй, просто уничтожьте это. Люсян, я твой учитель, и я также дал тебе волшебный меч более низкого класса.
Люсян, просто помоги мастеру предстать перед старейшиной Сюем. Мастер, пожалуйста, не называй меня Люсян. Пожалуйста, сохрани мне жизнь. Это тяжкое преступление. Чи Жоу Сяо, вы тоже из команды правоохранительных органов. Ну что же, скажите Луда, чтобы он действовал в соответствии с правилами. Максимальный срок моего правления в Донге – поездка в результате несчастного случая. Вы можете сделать это сами. Какова ситуация? Чоу Сяо, что вы здесь делаете? Чоу Сяо, вы смелый ребенок и осмеливаетесь расспрашивать о делах мастера Сюэ. Вам не терпится жить дальше. Старейшина Лу, пощадите свою жизнь и поступите с ней в соответствии с правилами в новом году. Благовония Золотой Ивы также улучшили отношения наставничества с Джоу Сяо. Если бы дядя Сюй не заступился за вас, в соответствии с моим темпераментом, мне пришлось бы убить вас сегодня. Возвращайтесь и приведите себя в порядок сегодня вечером, а завтра рано утром вы втроем скатитесь для меня с горы. В секте Мисти нет такого бунтаря, как вы, и дядя Ши обвинил меня в том, что я не позаботился о его подчиненных, что напугало дядю Ши. В любом случае. Данянь, похоже, что из-за отношений Люсяна со мной у учеников за дверью возникли некоторые недоразумения. Ваша служба безопасности должна попытаться прояснить эти слухи, иначе дядя Ши будет трудно это сделать. Дядя Ши, не волнуйтесь, здесь есть ученики, которые осмелятся говорить о дяде Ши без разрешения. С дверным датчиком все в порядке. Данянь, Люсян и ваш дядя предназначены мне судьбой, и они очень талантливы. Таким образом, позвольте ему стать именным учеником под вашей дверью, чтобы избежать появления такого коварного человека, как Джоу Сяо. Что вы об этом думаете? Этот дядя, не так ли? Что случилось? Это все, что нужно, чтобы назвать ученика. С таким же успехом это мог бы быть Люсян Лу Данянь, будет вашим учителем. Не хотели бы вы поблагодарить старейшину Сюя за его готовность стать старейшиной Лу Данянь, который является учеником главы? После того, как я стала ученицей Луданяня, стала ли я ученицей главы? Таким образом, даже если старейшина Сюй в будущем займется живописью, у меня все равно будет поддержка Луданяня и главы. Старейшина Сюй так добр ко мне. Я должна хорошо служить старейшинам. Дядя Гуйси, разве это не здорово? Это просто толкает меня в огненную яму. Если бы главный мастер узнал об их отношениях, мне бы совсем не повезло. Что случилось? Данянь, вы чувствуете, что сейчас вы настолько продвинулись вперед, что даже не слушаете дядю Ши? Почему бы вам просто не послушать дядю Ши? Цзинь Сяю, просто скажите мой названный ученик, не так ли? Все верно. Помните, что нельзя рассказывать младшей сестре о таких вещах. Давайте просто будем знать. Люсян, познакомьтесь с мастером, поговорите с мастером об ученике. Просто назовите ученика, просто напишите имя и ведите маленький друг. Не будьте грубым. Вам не нужно тратить ресурсы на культивацию на стороне Люсяна в новом году. Я договорюсь с этими мастерами. Лю, Сян, сегодня уже поздно, так что я вас больше не знаю. Вот 20 таблеток Жукидана, если вы сохраните их для выращивания и израсходуете. Не забудьте прийти ко мне. Я оплачу все ваши будущие ресурсы для выращивания. Ученик, спасибо тебе, Сюйчанг. Боже мой, дядя Ши слишком щедр. Это 20 Джукидан. Если бы это был я, то мне разрешили бы находиться в фазе тела. В те времена дядя Ши был быстрее, и все его ученики понимали эти вещи. Об этом никогда не распространялись. Цзинь Сяою просто влюбился в дядю Ши и научил его практиковать. Дядя Ши, Джоу Сяо, если вам нужны ученики, пусть они сначала спустятся с горы. С остальным вы сами разберетесь. Цзинь Сяю, дядя Сюй Стар, предполагается, что вам придется быть с ним до конца своей жизни, и вы не должны разочаровывать его. Чувство дяди Сюя. Если это огорчит дядю Ши, моя мистик Цзунвэнь так просто вас не простит. Учитель, ученик все понимает. Учитель, будьте уверены, старейшина Сюй добр ко мне, и я сделаю все, что в моих силах. Все в порядке. Кроме того, вам не нужно называть меня мастером. Просто назовите имя ученика и положитесь на меня. Ученичество не существует. Поздравляю ведущего с тем, что он раздал 10 таблеток для укрепления фундамента и успешно вернул 20 счастливых золотых таблеток. Как это может считаться только 10 таблетками? Сонг, должно быть, превысил верхний предел, который он мог вынести. Так что в следующий раз будьте внимательны. В любом случае, на этот раз я не потерял никаких денег, поменяв 20 юньцзэндань. Важные новости, очень важные новости. Учитель Цзиньсяна Джоу Сяо и два его старших брата были изгнаны из секты Туманного. Мало того, Си Цзиньсян также был принят старейшиной Лу в качестве именованного ученика. О боже, эта новость подобна взрыву бомбы. Что именно использовал Цзинь Люсян, чтобы взобраться на высокую ветку старейшины Лу? Не нужно гадать. Цзинь Люсян действительно близок к старейшине Сюю. Я слышал, что Цзинь Люсян прорвался на 3-й уровень здания фундамента за месяц, и дан до здания фундамента не мог быть использован таким уважаемым старейшиной секты, как старейшина Сюй. Действительно ли сейчас поздний фестиваль? Я в это не верю. Это абсолютно невозможно. Чжу Уся узнала старейшине Сюе и Цзинь Люсяне. Старейшина Сюй был в ярости.
Поэтому он исключил мастера Чжоу Сяо из секты. Старейшина Сюй не может быть таким человеком, верно? При обычных обстоятельствах это невозможно, но когда речь заходит о женщинах, трудно сказать. Кроме того, Цзинь Люсян такая красивая. Боже мой, я не ожидал, что старейшина Сюй в Таине окажется таким человеком. Чжоу Сео Имань, ученик-мирянин, был исключен из секты Мисти. Сейчас о старейшине Сюе ходит так много слухов извне, что я действительно не могу подавить их. Старейшина Лу. Почему бы вам не убедить старейшину Сюя объединиться? Теперь, когда внешняя гора снова сошла с ума, я боюсь, что история старейшины Сюя распространилась и на внутреннюю гору. В чем сходятся наши взгляды? Старейшина Сюй только что дал Цзинь Люсяну наставление по самосовершенствованию. Не думайте слишком много о своих людях. Ученики видят главу Дугу. Вы все выходите, я найду Лу Даняне, чтобы ему было чем заняться. А ученики встретятся с учителем. Мастер, это не ваше дело. Сюй Сяо, то, что этот старик сделал за это время. Ты выкладываешься на все 100%. Не смей защищать его передо мной. Ты хорошо выглядишь. Мастер, дело обстоит именно так. Во всем виноват сам мастер Сюй. Так что вам нужно найти возможность побольше узнать о дочерях удачи. Кажется, все в порядке. Вам придется много бродить по округе. Может быть, это нехорошо. Встретить еще несколько удачливых девушек. Люсян, поторопись. Вставай, голова здесь. Что мне делать? Если глава Дугу найдет нас. Ученик Цзинь Люсян отдает дань уважения главе Дугу. Убирайтесь отсюда. Да, брат сказал, сестра, я найду вам прекрасную пару. Вы ничего не можете с этим поделать даже в эти несколько дней. Но вы не можете сказать, что старший брат стареет, но его разум стал более тяжелым в этом отношении. Старшая сестра моя судьба связана с этой Цзинь Люсян, но я просто даю ей советы по самосовершенствованию. Сестра, не лги мне. Если ты слишком много думаешь, я тебя не виню. Вы, мужчины, становитесь такими же, когда стареете. Брат, теперь ты перенес все это на внутреннюю дверь, и теперь из-за тебя репутация мастера и меня несколько пострадала. Немедленно прекратите это и не позволяйте этому повториться, иначе я накажу вас вместо учителя. Сестра, я делаю это не просто так. Не смотрите на Цзинь Люсян просто так. С этого момента я не позволю ей кончать. Дело не только в нем. Я слышал, что есть еще одна Линь Янь, Линь Сиою, и у нас с ней просто какая-то судьба. Больше ничего общего с этим нет. Сестра, не волнуйтесь. Брат, когда я найду вашу даосскую пару, вы сможете делать все, что захотите, и я больше не буду заботиться о вас. Сестра, не волнуйтесь. В будущем я буду обращать на это внимание. Сестра, это превосходная таблетка Чжуняни, которую я случайно получил в старости. Сегодня младшая сестра разозлилась на меня, дядя. Я приношу свои глубочайшие извинения. Эту таблетку я дал младшей сестре в надежде сделать ее счастливой. Это действительно очень качественная таблетка Чжуняни. Брат, откуда ты взялся? А ты знаешь, что эту штуку сейчас нельзя купить вместе с закусками. Спокойствие младшей сестры — это не самая ценная вещь. Брат, спасибо вам. Я знала, что мой брат будет для меня самым лучшим человеком в моей жизни. Старшая сестра, хотя старший брат и стар, он никогда не забудет младшую сестру. Когда я отправил это семье Лю, это были всего лишь несколько некачественных приспособлений для приготовления курицы, и они просто действовали на месте. В этой жизни только моя старшая сестра заставила меня по-настоящему полюбить моего старшего брата. Брат, моя техника эфирного долголетия основана на теле чистого звука. Я боюсь, что мы с моим старшим братом не сможем стать даосской парой в этой жизни. Независимо от младшей сестры, не в этой жизни. Я могу прожить с младшей сестрой 1000 лет загробной жизни, и с меня хватит на долгое время. Брат, я стольким обязана тебе в этой жизни. Ты все еще готов подарить мне такую драгоценность? Чужу Яндань, я усердно трудилась для тебя 1000 лет. В будущем, если у тебя возникнут подобные мысли, я не буду тебя останавливать, но немного уступлю и не буду сообщать об этом всем подряд. Сестра, не волнуйтесь. Я все понимаю. Я не хочу ставить сестру в неловкое положение. Брат, ваша даосская пара. Я уже ищу вас. Не волнуйтесь. Я найду женщину, похожую на меня, которая станет вашей даосской парой. Таким образом, последние несколько десятилетий жизни моего брата равносильны тому, чтобы быть со мной все время. Женщина, которая внешне похожа на свою старшую сестру, будет моей даосской парой. Почему старшая сестра чувствует себя немного извращенкой? Поздравляю ведущего с успешным вручением превосходной таблетки Жунян. Впервые в истории раздается Дугулинг, которая наносит 10 000-кратный критический удар и возвращает 3000 до Адаодан.
Санцинь Дао Дан, бог неба и земли Дан, рожден с небесной и земной удачей. Служение за служением, случайная реализация пути неба и земли. Почему он такой большой? Не хотите ли вы съесть по кусочку за раз? Как бы то ни было, просто проглотите это. Это так здорово. Хозяин дома постигает путь огня в стране 3000 проспектов. Имя – Сюй, Сяо, возраст – 108 лет, сфера – 7 слоев, фундамента – особое телосложение, огонь земли, оставшаяся продолжительность жизни – 301 год. Оказался огнем земли. Это земной огонь, один из 3 огней неба, земли и человека. Огонь дерева и камня обычно используется чаще всего, и он слишком устрашающий. Я боюсь, что эта сила является большой проблемой для монахов периода Юаньин. Это потрясающе. Благодаря благословению земного огня и ракеты Наньминли, моя текущая сила атаки сравнима с 9-й ступенью Юаньин и даже более свирепа. Последние 2 месяца я принимал таблетки и совершенствовался. Преодолел 1-й уровень пилюли и, наконец, смог летать с помощью меча Цзиньлюсан. Также достиг 5-го уровня строительства фундамента. До тех пор, пока я переживу это испытание, моя база совершенствования сможет взмыть в небо и догнать мою младшую сестру. У главы есть приказ, и те, кто заговорит о старейшине Сюё наедине, будут сурово наказаны. После вычета мастер Чжоу Сяо, оставленный Лин Шицзинем на месяц, а также 2 его ученика по необъяснимой причине были вызваны за пределы города. Из-за того, что я оскорбил старейшину Сюя, конец был таким печальным. Не двигайтесь с места, если не хотите умереть в этой жизни. Почему в новом году мой имидж стал таким плохим? Теперь, когда эти ученики увидели меня, они спрятались подальше, как шакалы, волки, тигры и леопарды, и даже некоторые ученицы испугались и заплакали. Неужели вы такой страшный? Я жду, когда мастер найдет для вас даосскую пару, поэтому, пожалуйста, немного сближайтесь, иначе если общественное мнение распространится. Моей команде правоохранительных органов будет трудно это сделать. Не волнуйтесь, Данянь. Послушайте, разве дядя Ши все это время не искал Цзиньсяна? Ваш дядя не такой человек. Я вспомнил, как вы сейчас поживаете, Линь Серую. А стоит ли это делать в период закладки фундамента? Старейшина Сюй, пожалуйста, спасите сестру Линь. Сестра Линь, он не может вернуться в город Цзиньши. Что случилось с Линь Сяо? Что, черт возьми, случилось? Что случилось? Сестра Линь месяц назад прорвала через сферу строительства фундамента и вернулась в город Цзиньши навестить родственников. Ее забрал молодой хозяин Сюань Мацзуна Ли Цзюе и настоял на том, чтобы взять сестру Линь в наложницы, сказав: через 3 дня отвези сестру Линь и Сюань Мацзуна в город Цзиньши. Женись. Откуда вы знаете, что этот инцидент был спровоцирован старшей сестрой, чтобы сообщить семье нашей старшей сестры, что за ними следят люди из таинственной секты демонов, и они даже не могут выйти за городские ворота? Старшая сестра не хотела выходить замуж за этого Ли Цзюе. У нас нет хозяина снаружи, поэтому мы можем только умолять вас. Она не назвала себя ученицей туманной секты, но люди Сюань Мацзуна сказали, что секта не заботится о браке. И сказали, что таким образом Сюань Мацзун и туманная секта не заботятся о браке. Секта стала ближе. Прошло много времени с тех пор, как я покинул секту. В этой поездке я просто случайно вышел прогуляться. Может быть, если вам повезет, вы сможете разбогатеть, когда встретите дочь удачи. 3 дня спустя Сюань Мацун отправился в город Цзиньши, чтобы забрать своих родственников. Не волнуйтесь, сначала поезжайте в город Хусяо и приготовьте какой-нибудь талисман. Визит старейшины Сюя – это действительно большая честь для магазина. Что старейшина Сюй покупает на этот раз? Старейшина Сюй, не волнуйтесь, пока вы это говорите. Магазин не подведет старейшину Сюя. Владелец магазина, на этот раз я покупаю партию волшебных талисманов. Добыть талисман высокого качества не так-то просто. Я не знаю, насколько высоки качества старейшины Сюя. А есть ли какой-нибудь талисман периода Юаньин? Старейшина Юаньин. Тогда вы обратились по адресу. Во всем городе Хусяо только моя торговая компания Дзилай владеет талисманом монахов периода Юаньин, и таких талисманов не так уж много. Я не знаю, сколько отделений у вашего банка. Их еще 9. 5 талисманов грома, 2 талисмана огня земли и 2 талисмана с ледяными мечами. Старейшина Сюй, мой сын приходит в фирму. Все эти талисманы были изготовлены монахами в период инкарнации, и качество их просто превосходное. Сохраните их для своих младших учеников. Может быть, вам удастся спасти их жизни в критический момент. Сколько спиртовых камней стоит недорого, и только 20 первоклассных спиртовых камней стоят не слишком дорого. В таком случае просто купите все это. Владелец подсобного магазина. После нашего последнего прощания я обнаружил, что владелец подсобного магазина очень привязан ко мне. Лао Дао, я не так уж долго живу, а этих пленников нельзя использовать бесконечно. Я думаю, что сын лавочника еще не достиг периода Юань-Ин. Эти 3 талисмана грома периода Юань-Ин будут даны сыну лавочника для самозащиты. Женитьба и дай мне 3.
Старейшина Сюй, вы так великодушны. Старейшина Сюй, такие люди, как вы, встречаются редко. Старейшина Сюй остается таким, даже когда он стар. Если вы красивы в молодости, вы должно быть очарованы женщинами-земледельцами, не так ли? К счастью, совсем немного. Было бы здорово, если бы старейшина Сюй был еще молод, а его наложница захотела бы стать старейшиной Сюй. Старейшина Сюй должен прийти в следующий раз. У меня есть такая красивая женщина, как владелица магазина коммерческого банка Зилай. И по старинке я бы, естественно, не пошел в другой дом. Поздравляю ведущего с тем, что он раздал 3 талисмана изначального грома и успешно вернул 3 талисмана изначального фиолетового грома. Идентификатор фиолетового Сяолия. После активации враг высвобождает силу фиолетового Сяо грома, эквивалентную силе 9 богов, восстановленных за 1 удар. Если старик не хочет умирать, просто уходите. Теперь особняк Линь перешел во владение моего Сюань Мацзуна, и никому не разрешается приближаться к нему. На что вы смотрите? Посмотрите на старика, который наполовину лежит в гробу, верно? Не уходите отсюда. Не уходите отсюда. Я думаю, что вы, старик, по уши в долгах. Старина, кто вы такой? Прекратите это. Похоже, что в последние годы вы не стучались в свою волшебную дверь, дающую вам иллюзию непобедимости в этом мире. Пришло время моей туманной секте остановить вас. Туманная секта, как такое может быть? Как вы сюда попали? Люди снаружи вас не остановили? Что говорит о вас старик? Как вы попали внутрь? Разве вы не знаете, что этот лесной особняк был захвачен моей таинственной сектой демонов? Мертвым людям не обязательно знать так много. Они убиты. Это убийство. Старейшина Сюй, наконец-то вы здесь. Линь Сюою, я уже знаю о вас все. Пойдемте со мной. Возвращайтесь в секту и усердно практикуйтесь. Никто не посмеет вас запугивать. Ваше превосходительство настолько мужественное, что осмелились убить моего ученика Сюань Модзуна. Разве ваше превосходительство не ожидало последствий этого поступка? Даже если ваше превосходительство, монах Юаньин, вам не избежать преследования моей таинственной секты демонов в этой жизни. Старейшина Орел, пожалуйста, успокойтесь. Здесь должно быть какое-то недоразумение, недопонимание. Никакого недопонимания нет. Мой Сюань Мацзун убил так много учеников. И этот старый Дао также совершил преступление, караемое смертной казнью. Мистическая секта, древняя секта, известная своей репутацией, по слухам, очень таинственна. Я хотел бы посмотреть, не напрасно ли моя таинственная демоническая секта пытается уничтожить демонические врата. Все вокруг кажутся мне группой глупых людей, которые практиковались в волшебном дворце. Старик туманной секты. Не стоит недооценивать мою таинственную секту демонов. Это невозможно, вы убиваете себя. Старый вор, мой Сюанзун, не отпустит вас. Это старый способ. Старейшина внутренней секты Сюй Сяояни пришел сюда, чтобы одолжить Линь Яни и вернуться в секту для практики. Я не знаю, кто является патриархом семьи Линь. Видите ли, старейшина Сюй, я Линь Сянь, отец Линь Дуоду, Линь Янь из семьи Линь. Что, черт возьми, происходит? Старейшина Игл, как они стали такими? Родители, лорд Зинчен, это старейшина нашей туманной секты, старший брат главы или ученик старейшины Тайву, старшего брата туманной секты. Эти тангтянские персонажи на самом деле пришли в нашу семью Линь, и они были просто внештатными учениками. Как вы познакомились с таким экспертом? Брат Линь, судьба вашей семьи. Янь связана с Лао Дао, и у меня есть сердце, чтобы развивать это. На этот раз старый даосский священник пришел, чтобы забрать его обратно в секту для практики. Давайте откажемся от женитьбы Сюань Мадзуна. Все зависит от старейшины Сюя. Янь сможет последовать за вами в секту Туманного в будущем, что действительно является для него большим достижением. В будущем я попрошу старейшин больше заботиться о них. После женитьбы старейшины Сюя Сюань Мацун поставил ультиматум, и он в любом случае женится на соседке. Брат Ли, Сянь, ты согласился на это с самого начала, но теперь ты отворачиваешься, и Сюань Мацун определенно уйдет. Лорд Цинчин,
Я согласился с самого начала, потому что боялся авторитета таинственной секты демонов. Молодой мастер таинственной секты демонов ушел на 9 ночей, и только в комнате для наложниц было не менее 10 наложниц. И он был настоящим подонком, совершившим прелюбодеяние. Как я могу отправить свою дочь в огненную яму? Лорд Голд-Сити, вы без разрешения моего психотерапевта по браку с мистическими учениками не привлекать вас к ответственности. Это старый путь, и моя щедрость тоже. Продолжайте, идите в Сюаньмадзун, чтобы пожениться самостоятельно, и скажите, что Линь-Янь хочет вернуться в мою секту мистических учеников, чтобы практиковать. Если вы победите старейшину Игла и остальных, меня не поймают, если я подам на развод. Я не хочу этого делать. Когда Ли Цзюе однажды увидел семью мисс Ли, он затаил это в своем сердце и продолжал принуждать меня. Попросите старейшин стать для меня мастером Циншетшина и отказаться от брака во имя секты туманов. Старейшина, Сю, если эта таинственная демоническая секта не сможет увидеть невесту и узнает, что старейшина Игл был убит, я боюсь, что она не сдастся. Цзиншечин боится, что к тому времени кровь потечет рекой. Это страна удачи. Личность Ли Цзуе как молодого мастера таинственной секты демонов убивает Ли Цзу, и в следующий раз он наносит критический удар в 1000 раз сильнее. Поскольку лорд Цзиньчин так сказал, старик сказал: «Я буду помогать людям до конца и помогу вам разобраться с местной винодельческой промышленностью. Поговорите об этом. Каково сейчас положение в Сюаньмадзуне?» Старейшина Сюй, вот такой. Через 2 дня Ли Цзюе, молодой мастер секты Сюаньмадзун, возглавит группу, которая заберет родственников. С вашей квалификацией Ли Цзюе определенно не осмелился бы пригласить старейшину Сюя погостить в особняке моего городского лорда в течение последних 2 дней. Так что я могу приму вас по самым высоким стандартам. Вы так добры ко мне. Помогите нашей семье Линь справиться с этими огромными трудностями. Старейшина Ян Юндинь очень добр ко мне. Сегодня, молодой господин, я женюсь на Линь Яне. Независимо от того, согласится он или нет, сегодня мы вернем его в секту и будем поклоняться ему на месте. Если Линь Дадун осмелится сегодня сказать хоть полслова, мы положимся на семью Линь, которая вернет юную леди на самый верх. Все опустили головы. Принимающая команда Сюаньмадзуна сильна и деспотична, и мы ни в коем случае не должны пренебрегать этим. Это принуждение ужасно. Еще до прибытия людей духовная сила уже начала стремительно расти. Муравьи из города Цзиньши, команда приветствия молодого мастера, прибыли, но они не готовы преклонить колени и поприветствовать таинственную секту демонов. Молодой мастер Ли не видел его несколько дней, и молодой мастер выглядел еще хуже. Уходите, уходите. Не приближайтесь к молодой леди из семьи Линь на глазах у молодого мастера. Молодой мастер Линь Янь впереди. Красота Мёдзи действительно удивительна. Молодой мастер действительно пришел сегодня не зря. Я уже говорил вам, что молодой мастер сегодня здесь, чтобы пожениться. Так что вы можете устроить свадьбу молодой леди по соседству в Фэнхуанте. Не могли бы вы позволить леди по соседству одеться вот так и выйти замуж за молодого мастера обратно в молитвенный зал? Циньхао, похоже, что ваш ребенок больше не хочет тусоваться в Цзиньшэйне. Так что не торопитесь и отведите мисс Линь обратно, чтобы она переоделась в свадебную одежду и верни его обратно. Если вы не слышали слов молодого хозяина, почему бы вам не пойти и не поразмяться? Хотите верьте, хотите нет, но Лао Цзы сейчас уничтожит вас, господин Цзиньчин. Вы недовольны молодым хозяином или проявляете неуважение к нашей таинственной секте демонов? Молодой мастер, успокойтесь. Эта таинственная демоническая секта очень могущественна. Но сегодня, боюсь, она не сможет добиться успеха. Ли Цзюе, старик Линь Янь, хочет расторгнуть этот брак, так что пусть все идет своим чередом. Кто вы такой, старик? Вы можете говорить здесь? Старик. Сюй Сяо, Линь Янь, старейшина внутренней секты Туманной секты, принадлежит к моей Туманной секте. Я не согласен с этим браком. Когда старик состарился, он осмеливается притворяться старейшиной Туманной секты. Видя, что вы устали от жизни, я отправлю тебя в путь. Для тех, кто не знает, жить им или умереть, вы также достойны того, чтобы пустить в ход нож на глазах у старика. Как вы посмели убить меня из таинственной секты демонов? Знаете ли вы, что это тяжкое преступление? Почему старейшина Сюй внезапно начал убивать людей? Разве вы не говорили, что только расторгнете брак? Мадам Янь, если ситуация сложится не так, как надо, мы немедленно убежим, спрячемся и сохраним инкогнито. Наша семья, Линь, не может позволить себе играть с этой злобой и осмелиться что-то сделать старейшинам моей туманной секты. Ли Цзюе, знаете ли вы, что сделав это, вы уничтожите вашу таинственную секту демонов? Вы действительно старейшина внутренней секты, Туманной секты, старейшина Орел. Как поживаете, старейшина Орел? Где он сейчас? Этот старик проявил неуважение ко мне. Он был мертв. От него не осталось даже следа пепла. Черт возьми, вы слишком часто обманываете людей. Неужели вы действительно относитесь ко мне как ни к кому другому в таинственной секте демонов? Вы слишком часто обманываете людей. Ну и что, если я обману вас? Как вы можете быть способны на такое со мной? Вы, маленькая непослушная волосенка. Вы же видите, что старик заколол вас насмерть мечом. Это действительно вонючий кусок мусора. Молодой мастер Ван должен быть спокоен.
Этот старик намеренно разозлил нас и убил старейшин туманной секты. Нам нелегко вернуться в секту и объясниться с патриархом. А вы, старый бессмертный, не смотрите на то, сколько вам лет. Вы всегда возитесь с этим ребенком. Я думаю, что в вашем возрасте вы питаетесь свиньями и собаками, не так ли? О чем вы говорите? Поджаривайте тосты, не ешьте, наказывайте вином. Сегодня приход небесного царя Лао Цзы, и вы тоже должны умереть. За дверью Сюй люди подслушивают. Этот старик Сюй убьет меня. За дверью люди оскорбляют. Я немедленно его арестую. Дальше решать вам. Этот парень довольно богат. Ли Сийою. Отныне вы будете учеником старейшины правоохранительных органов Лу Да Няня. Старейшина, занимающийся выращиванием ресурсов. Я несу за это ответственность. Спасибо вам, старейшина Сюй, вы сказали, что вам суждено быть со мной. Это церемония вашего поклонения под дверью Лу Да Няня. Я дал ему талисман изначального грома и сохранил его для него. Если в будущем возникнет опасность, это может спасти вам жизнь. Старейшина Сюй, в будущем вы можете делать с Яном все, что захотите. В будущем Ян будет служить только старейшине Сюю. Старейшина Сюй действительно считает, что Янь должен сосредоточиться на тренировках. Это большое благословение для моего соседа. Поздравляю ведущего с раздачей талисмана Грома 02, успешным нанесением 1000-кратного критического удара, возвратом очищающего 9-кратного талисмана Грома 9 богов, раздачей 10 пилюль для создания фундамента, успешным возвратом 10 юджинданов, раздачей 10 первоклассных камней духа и успешно вернули 100 первоклассных духовных камней. Старейшина Сюй, я боюсь, что город Цзиньши попал в беду. Так много представителей элиты погибло в этом Сюань-Мадзуне, даже Ли Цзюе, сын главы, погиб здесь. Если бы они узнали эту новость, они бы никогда не позволили мне войти в Шичен. В любом случае, вы можете сказать, что все это сделано моей туманной сектой. Пусть они придут в туманную секту, чтобы найти меня, Сюй Сяо. Это все последствия. Я, туманная секта, возьму все на себя. Благодарю вас, старейшина Сюй. Лин Сяо Янь очень хорошо подходит моему сердцу. Старик намеренно воспитывал его. Не волнуйтесь, если в будущем в туманной секте появится старик, никто не будет запугивать Яна. Старейшина Сюй, мне очень жаль, но я еще не летала на императорском мече, и меня немного шатает. Подождите, мне просто не нужно бояться. В будущем, когда вы достигнете стадии плодоношения, вы сможете летать со своим собственным мечом. Нехорошо, все огни души третьего старейшины и пионера 5-го уровня погасли. Хаос — это большое дело. Нет, Цзюя, кто научил тебя убивать мою душу? Я обязательно разнесу ее вдребезги и отомщу за тебя. Когда я вышел на свободу, я действительно многого добился. Он не только получил талисман божественного грома и эти более 500 высококачественных камней духа, но и более 30 драгоценных хуаданий из сумки для хранения Ли Цзуе. Личность Тианбы, врага удачи, была установлена как главы таинственной секты демонов. Нажмите на смертоносного врага, Ба, и в следующий раз подарок получит 1 000 000 раз больше критического удара, чем в 1 000 000 раз больше шторма. Это превосходная задача. Ян, давайте не будем возвращаться к туманной секте. Старейшина, я отведу вас в другое место, чтобы вы кое-что сделали. Старейшина, идите в другое место. Мы направляемся в сторону таинственной секты демонов. Мы только что убили Ли Цзюе. Не слишком ли опасно сейчас проявлять инициативу? Янь, вы ждете здесь старейшину Сюя. В секте Сюань-Модз много людей, почему бы нам все равно не сделать это? Старейшина, я вернусь, когда уйду. Было бы здорово, если бы я стала сильнее, и я должна хорошо отплатить старейшинам в будущем. Старейшина, кто вы такой? Молодое поколение — это ученики старейшины Сюя из секты Тумана. Сюй Сяо, старику, которому осталось жить всего 1 год после неудачного преодоления великой скорби, просто так случилось. Что он нуждается в женщине-культиваторе, занимающейся строительством фундамента. Пойдемте со мной, это ваше благословение. Старейшины моей секты впереди. Старейшина вашей секты, похоже, попал в беду, но у нас нет времени заботиться о вас. Умрите, если не перевернетесь в течение 3 вдохов. Старик не возражает убить вас еще раз. Это старейшина Сюй. Старейшина Сюй, Янь так волнуется.
Давайте уйдем, все уже решено. Я боюсь, что через некоторое время кто-нибудь придет с таким большим движением. Брат Линь Сянь, не сердитесь. Брату только угрожала таинственная секта демонов, прежде чем он согласился. Нет, это не так. Выпей бокал вина, брат, и я сам себя накажу. Городской лорд – нехороший человек. Пришло экстренное сообщение. Клан кровавых демонов собирается убить и нас тоже. Брат Сиань, этот брак на самом деле не мое дело. Брат Сиань, должен сказать за меня что-нибудь хорошее старейшине Сюю. Жизнь старшего брата зависит от младшего. Я вернул эту девушку Линь и в новом году, так что вы можете продолжать принимать его и назначить себе ученицу. Учитель, ученик понимает, ученик, сделай это сейчас и никогда не смей пренебрегать этим вообще. Сестра Лин, вы благополучно вернулись. Эти 2 дня свели нас с ума. Да, я слышала, что вас забрал дьявол, и мы все думали, что больше никогда вас не увидим. Зайдите в дом и поговорите. Сестра, спасибо вам за то, что на этот раз вы обратились за помощью к старейшинам. Старейшина Сюй лично спас меня из рук Сюаньмазуна Масю. Сестра, вы обнимаете себя за бедра. В будущем старейшина Сюй будет прикрывать вас в секте, и вы сможете воспарить в небо. Воспарить в небо. Старейшина Сюй был просто сострадателен, и когда он увидел, что я в беде, он помог друг другу. Где же здесь преувеличение? Разве вы не знаете, что Цзинь Люсян стал именным учеником старейшины Сюи из-за его служения старейшине Сюю? Вы не можете быть настолько робким, чтобы вести себя подобным образом. Старейшина Сюй действительно говорил раньше, что после возвращения в секту старейшина, Лу примет меня в качестве именного ученика. Это верно. Хотя старейшина Сюй стар, он слышал, что в молодости был красив. Так что вы можете проявить инициативу и больше служить старейшинам и бороться за них. Возможности. Все верно, старшая сестра. Вы такая красивая, что должно быть нравитесь старейшине Сюю больше. Мы определенно не боимся этой старшей сестры. Это невозможно. Старейшина Сюй, такой мудрый и очень уважаемый старейшина, он никогда бы не стал таким человеком. Сестра, почему вы так наивны? Где в этом царстве Сюсянь можно бесплатно пообедать? То, что только Сян может так быстро разрушить фундамент, зависит от старейшины Сюя. Старейшина Сюй невиновен, зачем помогать вам? Это не потому, что вы хорошо выглядите. Теперь, когда старейшина Сюй так много сделал для вас, если вы будете равнодушны, вам будет трудно продолжать общаться с сектой Туманного в будущем. Сестра Линь, я слышал, что вы благополучно вернулись, и старейшина Лу сказал вам, чтобы вы сейчас же отправились учиться. После того, как вы поклонились учителю, вы стали названным учеником старейшины Лу. Старейшина Лу действительно хочет видеть меня сейчас, так что стоит спросить об этом. Старейшина Сюй, должно быть, передал вам привет. Идите, идите, не заставляйте старейшину Лу ждать. Сестра, помедленнее, я еще не готова. Лю Сян не смог увидеться с вами в течение этого времени из-за отношений между директором и вами. Вам следовало использовать почти все ресурсы предыдущей практики. Отвечая старейшинам, хочу сказать, что в последнее время ученики действительно стали больше практиковаться. Но, к счастью, они быстро справились с задачей и не разочаровали любой старейшин. Это 10 пилюль для укрепления фундамента и 10 высококачественных духовных камней, а также это талисман земного огня уровня Юаньин, который обладает огромной силой. И его нужно держать рядом с телом, чтобы защитить себя в трудную минуту. Это талисман земного огня уровня Юаньин. Он слишком дорогой. Благодарю вас, старейшины, за вашу награду. Старейшина Сюй, но он и раньше боялся наказания главы Дугу и никогда не осмеливался подойти к нему и дезертировать. С вами все в порядке. Поздравляем ведущего с успешной раздачей ресурсов, нанесением 10 тысячкратного критического удара и получением пилюли бога неба и земли с 9 оборотами сухого юаня. Старейшины и ученики ушли первыми. Бог неба и земли снова стал слишком скользким. За последнюю 1000 лет я упорно трудился, чтобы достичь 9 уровня Юаньин. С помощью 9-оборотного юань Даня можно изменить телосложение, усилить ци удачи и очистить пустоту в кончиках ваших пальцев. Давайте же, измените свою жизнь в другой день. Успех или неудача уже здесь. Это действительно похоже на перерождение, будь то тело или сознание, оно намного хуже прежнего обветшалого тела. Таков путь даосизма. Совершенствуется ли талант? Он слишком силен, клан Сюан Мацун был уничтожен за один день. О боже, это секта, где заседает монах Хуашень, так тихо. Без старшего брата клан Сюан Мацун был уничтожен. Мне кажется, что это чрезвычайное происшествие. Я беспокоюсь, что если с этим делом не справиться должным образом, то весь континент будет стерт с лица земли. Знает ли младший брат, кто это сделал? Кажется, это старейшина Туманной секты. Сюань Мацзун хотел ограбить внешнего ученика Туманной секты, что разозлило старейшину. Я слышал, что это был внутренний старейшина по имени Сюйсяо. Что именно? Если ученик-мирянин уничтожает секты других людей, то считается, что у него нет никаких угрызений совести, потому что он умирает. Такие люди самые страшные.
Когда приходит смерть, не имеет значения, живем мы или умираем. На этот раз туманная секта должна быть привлечена к ответственности, иначе будет трудно успокоить гнев демонической секты. Мужество Мисти угасло. Я слышал, что именно кровавый демон ограбил внешнего ученика в Мисте, разозлив этого внешнего ученика. Причинно-следственный цикл Юнтона. Похоже, что на континенте Панлонг разразится еще одна кровавая буря. Отправьте письмо в туманную секту и позвольте им разобраться с этим вопросом должным образом. Сюй Ся Лаона немного разбирается в этом. И если воздействие не изменит богов, Шаюань отнесется к этому серьезно и не будет испытывать угрызений совести. Я надеюсь, что мой буддизм сможет остановить это бедствие. Учитель, расследование уничтожения секты Сюань Мацзун завершено. Действительно ли это сделала секта Тумана? Я слышала, что это был внутренний старейшина по имени Сюй Сяо из секты Тумана. Сюань Мацзун ограбил внешнего ученика секты Тумана, разозлив его. Это оказался тот самый красивый парень. Сюй Сяо, старший ученик Сюй Сюо и старший брат Дугузеро. Он дешевый подмастерье, который, кстати, коллекционирует Дугузеро, и в целом он квалифицирован, так что его можно использовать только в качестве прикрытия для младшей сестры Дугу. Неожиданно разразилась гроза, и Шиюань чуть было не предпринял такой шаг. Сюй Сяо тогда был таким красивым, и я не знаю, как он выглядит сейчас, когда умирает от старости. Мастер, демон Дао сейчас очень зол, особенно мастер таинственной секты демонов, разрушающих небеса. Если этот вопрос не будет решен должным образом, я боюсь, что Чжэн Мэй и Дао будут несовместимы. Не волнуйтесь, я сама спрошу Дугулинга через некоторое время. Некоторое время назад Дугулинг достал из ниоткуда превосходную таблетку Чжуняни и продолжал хвастаться передо мной. Да, удача этой маленькой девочки настолько велика, что ей действительно можно позавидовать. Мастер, как вы думаете, такой демон будет сражаться? Ха-ха, это всего лишь тривиальный вопрос. Даже если это будет битва, я все еще надеюсь, что война на континенте Панлонг начнется снова. Так что я могу изготовить? Несколько несравненных тиндзяо для практики моих учеников из секты Хэхуань. Прошло всего несколько дней, и это развязало узел. Эта вещь – подарок дочери удачи. И это отличный подарок для получения пилюли Бога, неба и земли. Будьте готовы заранее. Брат, это вы уничтожили таинственную секту демонов? Брат, я думаю, что вы уже стары и снова ошибаетесь. Уничтожьте еще одну секту демонов ради одного линь-яня. В чем разница между этим и их магией? Вы почти умираете от старости и могли бы остановить какую-нибудь сестру от этого. Таинственная секта демонов будет уничтожена, если она будет уничтожена. Кто сказал им похитить моих учеников? Я нашел заколку для волос бога девяти небес Феникса из их сокровищницы. В моей жизни есть только любовь к моей младшей сестре и к тебе. Так кому же я могу ее подарить, если не твоему младшему брату? Боже, эта сила слишком велика. Брат, вы так добры ко мне. Сестра, не волнуйтесь так сильно, брат, если бы только вы могли дожить до того момента, когда я прорвусь сквозь пустоту. Хорошо, давайте перейдем к делу. Сестра, Сюанзун, является филиалом секты демонов, разрушающих небеса. И если другая сторона подойдет к двери, решать вам. Не волнуйтесь, у нас есть старшие сестры. Они не могут позволить себе никаких волнений, брат. Почему ты снова переходишь на таблеточную стадию? Кроме того, разве ты сейчас не умираешь от старости? Волшебного оружия больше нет, как можно уничтожить таинственную секту демонов? Брат, есть ли какие-нибудь секреты, о которых ты мне не рассказал? Сестра, хотя вашему брату и не удалось пережить катастрофу, он не относится к числу обычных людей. Я знала, что у моего брата были проблемы. Некоторое время назад старший брат отправился путешествовать в 100-тысячные горы и наткнулся на пещерный особняк старейшин, где нашел несколько записей о талисманах. Если у этой таинственной секты демонов возникнут проблемы со мной, я буду уничтожен несколькими талисманами. Этот талисман очень редкий. Брат, тебе ведь тоже сопутствует удача, не так ли? Вообще говоря, это всего лишь небольшая удача. Сестра, у меня все еще есть несколько талисманов. Если кто-нибудь посмеет меня запугать, вы можете оттащить его назад, пока он не умер. Брат, кто из членов моей туманной секты осмеливается провоцировать вас? Старшая сестра, если я не соглашусь на первое предложение, вы можете уйти из секты и не выходить на улицу, чтобы не создавать проблем в будущем. Поздравляю хозяина с тем, что он отдал великолепное магическое оружие, бога девяти небес Феникса, и успешно вернул магическое оружие на гору пяти полюсов. Оно рождается из магнита неба и земли, окутанного аурой. После очистки оно может быть большим или маленьким. И оно такое же прочное, как золотое железо среди 5 гор и 3 предгорий. Под единым давлением боги и призраки неудержимы. Старейшина Сюй слишком силен, не так ли? Уничтожьте Сюань Мадзуна за один день, не говоря уже о том, что, услышав, что старейшина Сюй был таким красивым в молодости, мы чуть не лишились головы. Но, к счастью, старейшина Тайшан посмотрел на старейшину Сюя, и у него ничего не получилось. Старейшина Сюй действительно пошел на это, чтобы спасти Линь-Яня от рук Сюань Мадзуна. Не слишком ли это жестоко? Старейшина Сюй был таким красивым, что ради сестры Линь он прямо уничтожил целую секту. Именно такого любовника я представляла себе во сне. Похоже, старейшине Сюй действительно нравится Цзинь Люсян и Линь-Янь, и ради них он даже готов убить таинственную секту демонов, прежде чем умрет. Любимый,
Я пойду к старейшине Сюю, и ты тоже пойдешь. Что со мной не так? Может быть, старейшине Сюю нравится, как я кусаюсь? Сестра, вы вернулись. Младшая сестра-ученица. Я могу долго советовать вам наедине, но вы все равно не послушаетесь. В будущем, когда терпение старейшины Сюя иссякнет, вам действительно ни о ком будет заботиться. Я все еще не думала об этом. Тогда подумайте об этом медленно. Старшая сестра такого сильного человека, как старейшина Сюй, такого хорошего человека, действительно больше нет. Дугулин, убирайтесь отсюда. Ваша туманная секта разорвала соглашение и невинно убила 1000 учеников моего демонического Дао. Если я не сделаю заявление сегодня, я никогда не перестану разрушать секту небесных демонов. Все кончено, все кончено. Люди из секты небесных демонов подошли к двери. Ужасный старейшина Сюй за свою короткую жизнь причинил вред нашей туманной секте. Небеса волшебной флейты, держите свой род чистым ради меня, иначе вы разозлите мою туманную секту, а ваша секта демонов, разрушающих небеса, не захочет держать вас у себя. Дугулинг, ваша туманная секта просто слишком часто обманывает людей, так что, если вы обманете себя, как вы посмели похитить моего ученика из туманной секты и хотите заставить его стать наложницей? Моя секта просто прокладывает путь к небесам. В ближайшие несколько дней, если вы уйдете сегодня, ничего не произойдет. Если вы осмелитесь это сделать, то сегодня наступит день вашей смерти. Маленькая женщина, которая все еще жива. Если Лао Цзи сегодня не добьется справедливости, какое лицо будет у моего клана демонов в этом мире? Отправляйтесь в ад ради Лао Цзи. Маленькая женщина, я собираюсь посмотреть, унаследовали ли вы сегодня одежду королевства. Эта голова такая красивая и сильная. Изначально я был в туманной секте, но я просто искал смерти вместе с главой секты. Я боялся молотка, ведь так? Он такой сильный. Хотя сейчас это было всего лишь легкое искушение. При соприкосновении с магическим оружием, высшим духовным мощь этого превосходного магического оружия оказалась такой огромной. Дугулин, вероятно, находится недалеко от Ляньсюя. Небольшие стычки. У обеих сторон все еще есть сомнения, и они на самом деле не очень-то старались прорваться. Хотя Тиньмадзуми свиреп, на самом деле он не осмеливается сделать это перед моей туманной сектой. С этими двумя магическими орудиями в руках я небрежно выбрасываю 2 талисмана грома Цзисяо. Боюсь, я не смогу носить Дугулин в течение нескольких дней. Не думайте, что это только у тебя все еще есть это. Положись на волшебное оружие, чтобы справиться с трюком, и честно отдай Сюсяо. Сегодня старый пес не умрет, и бесчисленные последователи моего клана демонов не примирятся. Этот старик страдает болезнью Альцгеймера. Ради необъяснимой ученицы из внешних врат, вы не станете уничтожать весь сувен моей таинственной демонической секты. У вас есть меч, преследующий душу черного демона. Но вы не ожидали, что это будет превосходный магический меч, состоящий из 18 высококачественных магических мечей. Я хочу нанести удар мечом души высшего солдата моей мечты. Черт возьми! Как духовная сила этой женщины могла быть настолько стабильной, что она не проявляла ни малейших признаков истощения и не останавливалась. Тогда позвольте мне показать вам новое магическое оружие, которое находится в этом кресле. А что это за магическое оружие такое? Неужели это снова превосходный дух Дугу? Откуда взялись ваши великолепные волосы? Это голова Дугу? Именно ваша секта Сюйсяо уничтожила мою секту демонов Дао Сюаньма и первой разрушила соглашение Чжэньма. На собрании Небесной Нисходящей горы месяц спустя, пожалуйста, приведите Сюйсяо и объясните нам 2 пути Чжэньма. Если с этим не справиться должным образом, жизнь на континенте Паньлун будет потеряна. Это не одинокий дух, который приходит, чтобы сразиться с Лао Цзи насмерть. Есть еще старый пес Сюйсяо. Лао Цзи хочет выйти за него замуж. Старик, через месяц Лао Цзи лично женится на тебе. Глава собачьей жизни. Зачем тебе еще один превосходный артефакт? Священная гора Огненного Феникса никогда не фигурировала в записях моей секты. Трое старейшин — это от моего старшего брата. Хотя мой брат умирает от старости, он все еще любит меня. Старейшина Сюй. На самом деле это только для красивых девушек, и даже голова упала. Дядя Чжуге, в следующем месяце назначено время встречи 9 сект небес, спускающихся на гору. На этот раз 5 великих сект демонов объединились как никогда раньше, и я обязана дать им объяснение. Боюсь, это будет нелегко. Дядя, этот спиртовой чай очень хорош, и его действие лучше, чем у спиртового камня высшего сорта. Не допивайте за меня. Этот кувшин обойдется в 100 высококачественных спиртовых камней. Девочка Лин, просто выпейте. Я хочу отдать его дяде Ши. Он слишком темный, если я не смогу его допить. Не слишком ли это скупо? Взгляните на великолепное магическое оружие, которое мой старший брат подарил мне, даже не моргнув глазом. Так будет лучше для моего брата.
Не слушайте своего брата. Если бы не это отродье, разве мог бы быть такой хаос? У брата есть на то свои причины. Он по-прежнему любит меня больше всех на свете. У него сейчас трудные времена. Сюй Сяо, этому сопляку уже 1000 лет не приходила в голову ваша идея. Когда он умирал, он позвал нескольких красивых учениц, чтобы утешить себя. Ты — это я, и я очень хорошо разбираюсь в этих вещах. Дядя, почему вы плачете? Ничего особенного, просто я вдруг вспомнил кое-что старое. Чжэньма не может пойти на войну. По моему мнению, если демон Дао преследует его по пятам, отдайте это превосходное магическое оружие — веер 1000 серпантинов, секте демонов, разрушающих небеса, чтобы успокоить его гнев. Маленькая девочка, просто сохраните его. Кроме того, пусть этот сопляк Сюй Сяо умрет, если в будущем будет вести себя честно. Так что ничего с этим не предпринимайте. Теперь, когда он тихо умирает от старости, это величайший вклад в мою туманную секту и человеческую расу. Всего за 1 месяц они достигли соединения тела с ресурсами привязки, если это и есть тот самый ужас, который Рут заставила собаку подняться. Кто распространяет слухи обо мне? Из-за этой проклятой системы я действительно опаздываю. Старейшина Сюй, вы действительно завидуете другим в вашем преклонном возрасте. Когда моя гроза утихнет, я тоже перееду сюда, чтобы сопровождать вас. Лао Чжу, о чем вы говорите? Судя по вашему телосложению, совершенствование виртуального грома и скорби не более чем тривиальный вопрос. Если я уйду в будущем, я буду полагаться на вас в оказании помощи старшему брату. Пойдемте, сегодня самое время для конференции «Небесная нисходящая гора». Дядя Чжугэ решил оставить все как есть, и в будущем позволит вам честно уйти на пенсию и перестать заниматься мотыльками. В противном случае он придет к вам лично. О, сестра, не волнуйтесь, ваш брат совсем не такой человек. Давайте уйдем. Не заставляйте людей из других сект долго ждать. Брат, давайте поменяемся мечами. Я думаю, что ваш летающий меч очень интересен. Неплохо. Но эта штука всего лишь украшение, и она бесполезна. У вашего брата не так уж много магического оружия, так что он воспользуется им. Вот здесь это место, где проводятся встречи 9 сект небес, спускающихся с горы Чжэньма. Сестра Дугу здесь, и сестра Дугу действительно становится все красивее и красивее. Похоже, что эта превосходная таблетка Чжуняни действительно эффективна. Разве этот старейшина Сюй не из туманной секты? Почему вы такой старый? Эй, какая жалость! Джейд Линглонг, дочь удачи, обнаружена, и уровень удачи возвращает значение, кратное 50 оковам в 1 степени. После стольких лет, что мы не виделись, начальник тюрьмы действительно становится все более и более сияющим. Брат, что вы делаете? Не сбивайтесь с пути, когда видите красивую женщину. Это сестра Дугу, чародейка секты Хехуань, ваш старший брат, даже если он стар. Он так же красив, как начальник тюрьмы в том году. Пожалуйста, подойдите немного ближе. У меня больше нет слов. Долголетие. Ну и что с того, что долголетия больше нет? Я нравлюсь сестре Дугу, и ей также нравится старейшина Сюй. Приходите в Хехуанцзун, когда у вас будет время присесть, я обязательно развлеку вас. Юлинь Лун не придал этому особого значения. Попросите Лон Цини сменить кого-нибудь. Брат терпеть не может, когда вы метаетесь. Сестра Дугу, посмотрите на ваш скупой взгляд. Вы такая строгая, разве это не прискорбно для нашего старого красивого парня? Брат, если вы хотите умереть пораньше, идите и развлекайтесь с этой женщиной. Не вините младшую сестру. Я не напоминал вам, что это Сюй Сяо, который уничтожил секту Сюаньма, чтобы поддержать маленького возлюбленного. Разве он не смог преодолеть грозу? Теперь, когда вы прорвались через царство Цзэдана, как вам это удалось? Сегодня мы должны остановить войну Чжэньма и спасти этот континент от гибели людей. То, что сказал настоятель, в высшей степени верно. Где люди из столицы демонов? Где Сиому и этот ублюдок? Прибыли Сяо Му и Сяо Шоу, новые главы демонической секты Идзи. Это
это база. Сяо Хэ, глава секты демонов, видел всех старшеклассниц. Моя Нима, девушки из 4 сект правильного пути, все самые лучшие, учитель, помоги мне, я все хочу эту фигуру. Это лицо, идиот, успокойся, не оплошай. Да, мастер, теперь вы здесь главный. Была обнаружена первопричина появления коробки Ци Удачи Сяому, сына Ци Удачи. И в теле находилась душа монаха в подходящий период. Задание было выполнено. Убить сына Ци Удачи Сяому. Система возврата вознаграждения в 10 тысяч раз. Библиотека реквизита обновляется и возвращается, а верхний предел качества реквизита увеличивается. Вот и снова возникает задача. На этот раз это непосредственно обновление библиотеки реквизита. Это деревянная шкатулка, изготовленная вручную Ван Сяо. Просто суперский опыт, детка. Когда новый глава секты полярных демонов стал мастером? Почему я раньше не слышала, что эта шкатулка Сяому отличилась на конкурсе и была принята в ученики старейшиной Тайшаном? В возрасте 4 лет он превратился в 9 богов, которых можно назвать сектой злых полярных демонов, которая стала первой из 5 великих демонических сект секты. Или мне подходит этот старый красивый парень? Сюй Лаогу, кровожадный безумец, ученица секты Фостеров, старый извращенец, хорошие поступки, которые вы совершили, распространились по всему миру. А отвратительные поступки, которые совершил Сюй Лаогу, это нечто большее. Если сегодня ничего не будет сказано, то Сюань Мадзун не пообещает мне разрушить тысячи человеческих жизней. А Тэнь Мадзун не пообещает мне, что мой брат не сможет преодолеть скорбь. Шаюань, Удумаджитянь, ты так много сказал, просто скажи, что ты хочешь сделать. Если вам нужна жизнь моего брата, то это из моего тела, снятого на последнем дубле. Дугулин, я знаю, что у вас с Сюй Лаогао глубокие отношения. Даже если вы позволите ему умереть от старости, я не вынесу, если убью вас. Не волнуйтесь, я не стану создавать вам трудностей. Ну что же, разве этот старый пес Сюй не очень способный человек? Мне тоже нравится уничтожать секту. Я хочу сразиться с ним 1 на 1, пока он держит в моей руке палочку благовоний. Как насчет того, чтобы покончить с этим делом? Старый пес Сюй причинил много потерь моей секте, и сегодня я должен лично сразиться с ним, чтобы положить конец обидам. Мо Цзитянь, мой старший брат, не смог преодолеть скорбь. Только Цзидансю, 9-кратный монах, который превращается в бога. И я не боюсь, что мой старший брат будет смеяться надо мной. Я думаю, что для меня будет лучше, если я возьму своего брата и буду сражаться вместе с вами. Если вы сможете пережить ароматическую палочку в моих руках, как насчет того, чтобы использовать жизнь вашего брата, чтобы загладить свою вину? Нет, это вражда между моей богопротивной сектой демонов и Сюй Лаогоу, и я должен решить ее лично с ним. Я не согласен. Робин, ты слишком хитришь. Сюй Сиалей, старейшина Туманного Востока, потерпел неудачу в ограблении, и у людей не будет нескольких лет, чтобы дожить до конца своих дней. Такой несчастный старик, одинокий и беззащитный. Вы можете это сделать? Глава Дугу, не волнуйтесь. Вы одинокий и овдовевший брат, где Сяому со мной. Никто не сможет причинить ему вреда. Не сердитесь на повелителя демонов. Сюй Сяо не знал этой старой жизни. Если секта демонов даст мне лицо секты полярных демонов и больше не будет смущать секту Дугу 2000 высококачественных духовных камней, моя секта полярных демонов уничтожит секту Дугу и дам тебе 2000 высококачественных духовных камней, чтобы возместить ущерб секте демонов, разрушающих небеса. Сяо не хочет с вами разговаривать, это действительно естественно. На самом деле, у меня судьба главы Дугу. Это всего лишь тривиальный вопрос о 2000 камней духа. Глава Дугу, Шенма, обладает той же ци и теми же ветвями, так что не причиняйте вреда своему ци из-за таких тривиальных вещей. Хорошо, поскольку клан полярной магии выступил вперед, я передаю посылку с предзнаменованием этому лицу. Старый пес Сюй ждет смерти со спокойной душой, что является вашим величайшим вкладом. Слушайте все, я не принимаю духовные знания секты полярных демонов. Старейшина Сюй, почему бы вам не принять это? Глава ничего не сказал. Брат, вы все еще молчите, скажите вниз. Волшебная гора 1000 серпантинов может не выдержать. В любом случае, старшая сестра — это все, на что вы обращаете внимание, просто предоставьте разбираться с этим старшему брату. Я никогда не позволю, чтобы это стоило вам жизни. Босло, я терпел вас долгое время. Разве старая собака не лает очень хорошо? А вы все еще хотите сразишься со мной? Теперь я выполню ваше желание, и это не тривиальный вопрос. Это битва не на жизнь, а на смерть. Вам с Сяому всего несколько лет, поэтому мы хотим участвовать в делах наших старших. Я думаю, вам стоит прожить еще несколько лет. 2000 ленши для меня. Это капля в море. Не могли бы вы с помощью полярной магии достать посылку за несколько минут? Мне нужен старый муж, который был бы начеку. Это также так странно, что как бы бедный Дао не выводил это, он даже не может сосчитать жизнь старика. Может ли быть так, что у него есть еще один красивый муж? Старейшина Сюй сейчас действительно становится еще красивее. Я знала, что при такой удаче он никогда не будет все время молча съеживаться.
У него должно быть все в порядке с деньгами. Старина, я не знаю, что хорошо, а что плохо, но ты все еще притворяешься дураком, который осмеливается игнорировать доброту этого гения и хвататься за гениальность этой головы. Успокойтесь, у вас в кармане всего несколько закусок. Неужели у вас нет никаких очков? Не разговаривайте, смотрите, как они дерутся. Я только что хотела отругать вас. Какой же вы идиот. Будьте честны со мной, хозяин. Старый пес Сюй, вы действительно хотите сразиться со мной 1 на 1? Не думайте об этом. Вы, старик, сумасшедший, верно? Подумайте об этом. Или вы умрете, или я умру сегодня. Все присутствующие на месте происшествия являются свидетелями. Если вы убьете меня, секта Мисти никогда не будет преследовать эту школу. Почему бы вам не подумать обо мне еще несколько дней? Вы же не боитесь, что я убью вас, не так ли? Вы, вонючий жук, вы так сильно кричите. Вы действительно делаете это снова. Неужели вы такой всмятку демон, глава секты демонов, разрушающих небеса? Этот Сюй Сяо, примите свой вызов, я думаю, вы сможете с ним справиться. Тому, кто доживет до конца, я отдам эти 2000 камней духа. Старый пес Сюй, умри за Лао Цзи. Этот гений — самый красивый детеныш на континенте Паньлун. Мастер Сяо достоин быть гением, с которым моя секта демонов никогда не встретится. Выстрел действительно щедрый. Старый пес, кто сказал, что моя секта демонов, разрушающая небеса, поощряла мою секту существовать 1000 лет и убивать бесчисленное количество людей? Если вы хотите битвы не на жизнь, а на смерть, я исполню ваше желание. Если вы победите, я никогда не буду настаивать на этом. Вот как должна выглядеть секта демонов. В таком случае я бы попросил всех присутствующих засвидетельствовать мою преданность королю демонов. После этой битвы всем обидам пришел конец. Этот старик действительно интересный человек, гораздо интереснее, чем те достойные парни. Через некоторое время, трое старейшин, если старший брат потерпит поражение, он спасет людей как можно скорее и обменяет свою жизнь на волшебный веер 1000 серпантинов. Старший брат не должен убивать всех благотворителей за пределами секты. После этой битвы причина и следствие должны быть полностью устранены. Если с кем-то случится несчастный случай без всякой причины, в моем храме 10 000 Будд будет только 2000 камней духа для ваджры и демонов. И это будет слишком ценный, чтобы передавать мое имя на материк. Когда этот неприглядный старый пес Сюй умрет, рано или поздно этот сын унаследует нефритовый линглонг Дугулинга и Хуанцзуна. Старый пес Сюй, воспользуйся моим трюком. Можешь ли ты воспользоваться моим трюком с мечом, преследующим душу черного демона, даже если ты хорош в Лао Цзи, выкуренном на горе Удзи? Какова ситуация в моем городе? Что это за штука? Мой превосходный артефакт. Этот старик Сюй, ты платишь за мой меч, преследующий душу черного демона. Разбей свою вонючую голову демона, гром Цзысяо и талисман красного пламени. Отдай это мне. Талисман старейшины Сюя еще не закончен. Похоже, то, что я сказала раньше, правда и возможность, которую он получил в 100 000 гор, немаловажно. Я несчастен, этот демон Цзитянь просто несчастен. 2 талисмана, которыми пользовался старейшина Сюй, настолько могущественны, что старый пес Сюй до сих пор прячет талисман. Оказалось, что это пересечение не удалось, и Сюй Сяо, который вот-вот должен был умереть от старости, все еще хранил в своем теле такой мощный талисман голову демона. Давайте почувствуйте вкус кремации драконов в этом месте. Старый пес Сюй, ты обманул лучшее магическое оружие Лао Цзи. Посмотрим, что твой талисман может сделать со мной. Когда у тебя закончится талисман, Лао Цзи раздавит тебя насмерть, кусочек за кусочком. Старый мертвый пес, почему этот талисман грома такой могущественный? Хейзи больше не мог его держать. Нет, мой щит черного света. Старый пес Сюй, ты не должен умирать. Ты коварный злодей, совершенствующийся, подчиняйся своей судьбе. Повелитель демонов, твоя жизнь окончена. Старик Сюй, у тебя закончился талисман? Я еще не умер. Следующий шаг — это твоя смерть. Отправляйся в ад ради Лао Цзи. Посмотри на старика, который здесь главный. Тебе лучше уйти тихо. Кто тебе сказал, что у меня нет пленных? У моего старика Нимы все еще есть огненный талисман. Такой мощный 9-кратный талисман для преобразования богов, боюсь, что даже монахам, занимающимся очищением пустоты, не так-то просто изготовить, верно? Старик Сюй, этого недостаточно. Все кончено. Я чувствую себя несчастным еще несколько дней.
Я буду несчастен еще несколько дней. Старик считает, что вам следует уйти со спокойной душой. Люди, которые полны дерьма и мочи, долго не проживут. Не забудьте обратить на это внимание в следующей жизни. Это естественно, что сейчас на вас смотрит так много людей. Труп демона. Через некоторое время придется вернуть 2 старейшинам секты демонов, разрушающих небеса. Я убил главу секты. И я не могу ничего сделать, кроме как пройтись по мешку для хранения. Несмотря на то, что он использовал талисман, чтобы победить, он все равно убил Махитяна. Это награда за победу старшего брата в размере 2000 высококачественных камней духа, и он заработал целое состояние. Отложите это на брата как можно скорее, чтобы не пожалеть об этом отвратительном проекте. Это сумка для хранения вещей Махитяна. 2 старейшин готовы поспорить. Теперь, когда я победил в секте демонов, разрушающих небеса, не создавайте проблем повсюду в будущем. Мне это сошло с рук на несколько дней. Все ответственные старейшины, поскольку вы дали показания, пожалуйста, контролируйте секту демонов, разрушающих небеса. Не приходите ко мне. Туманная секта, создающая проблемы. Секта демонов, разрушающих небеса, сделала большое дело. Действуйте быстро. Я умер несколько дней назад. Сюй Лао Гоу на самом деле победил главу 9-кратной секты демонов, разрушающих небеса. Сюй Лао Гоу, и я главный герой. Все. Мне просто посчастливилось найти несколько талисманов 9-кратного высшего уровня, которые можно рассматривать как трюк для победы над демоном король. Эти заключенные используют на 1 талисман меньше. Сейчас он почти весь израсходован, и я вынужден положиться на вас, когда вы будете давать показания в будущем. Смерть через несколько дней не причинит беспокойства нашей туманной секте. Добро пожаловать. Я отправился в Тиньцзун, чтобы подружиться с вами на протяжении десятков тысяч лет. И у этих 2 сект одна и та же ци, и одни и те же ветви, которые могут свидетельствовать об этом. Это тривиальный вопрос. Пожалуйста, попросите старейшину Сюя делать то же самое в будущем. Я перехожу к одному из них. Еще раз благодарю вас, Амитабха. Заявление донора Сюя повторно, храм Ваньшань и низкий бандероль всегда хорошо оплачиваются. Поскольку мой храм Ваньшань принадлежит секте демонов, разрушающих небеса, я бы никогда не осмелился беспокоить секту Мисти по этому поводу. Это секта демонов, разрушающих небеса, осмелилась беспокоить вас. Секту Мисти, и я был первым, кто не согласился с этим. Чажен Мэйдао должны быть едины и дружелюбны, а не сражаться и убивать. Как может старик, который вот-вот умрет от старости, привлечь мое внимание? Это неправда. Идиот, успокойся, умирающий старик. Может так разозлить тебя, как же я могу появиться на свет в будущем? Как я могу выбрать тебя, тупой мусор? Если бы не мое стремление найти море знаний, чтобы жить и совершенствоваться, как бы я смог найти вас в качестве ученика? Вы действительно глупы. Дом, учитель, я сам. Я знаю, что это неправильно. Старый пес Сюй отнимает у меня все внимание. Я с вами не в ладах. Ладно, потерпите немного. Со мной вы рано или поздно станете хозяином континента Паньлун. Не наживайте себе врагов из-за этого. Помните, что теперь вам придется смириться с этим. Сначала доберитесь до очищающей пустоты и поговорите об этом. Брат, это закуска, которую ты выиграл, но ты должен ее убрать. Брат не только любит меня, но и обладает такой силой, что заслуживает того, чтобы быть человеком, которым я восхищалась с детства. Пленник силен, и каким образом? У старика Сюя нет выдающихся талантов, и теперь он умрет от старости. В конце концов, они вдвоем больше невозможны, и в конце концов, они превратятся в пыль. Но прежде чем он умрет, мы должны похвалить эту террористическую бомбу. Не дайте противнику сойти с ума перед смертью и разбрасывайте талисман Аватара повсюду. Старый пес соблазнил мою жену в ошейнике дугу и не смог этого вынести. Когда Лао Цзи достигнет уровня усовершенствования виртуальной реальности, вы должны хорошо выглядеть. Черт возьми, этому старику не удалось пережить катастрофу, и продолжительность его жизни составляет менее 1 года. Я действительно ничего не могу с ним сделать. Сестра, спасибо вам. Жаль, что я не так уж долго живу. Но моя младшая сестра может быть уверена, что при моей жизни, если кто-нибудь посмеет задирать мою младшую сестру, Лао Цзи, я буду отчаянно бороться с ним. Брат, спасибо вам, миссис Дугу, мой, только мой. Старый пес Сюй умирает. Он вот-вот вернется на небеса. Он не может сравниться со мной как со сверхгением. Он не может сравниться ни с чем. Директора, старина, спасибо вам за ваш высококачественный камень духа. Приходите в мою туманную секту, когда у вас будет время в будущем. Это нормально, если старик поприветствует его лично. Пожилые люди заслуживают этого. Поздравляю ведущего с выполнением задания, убийством Цитиня, главного демона удачи и получением награды. В следующий раз, когда вы отдадите его, вы наверняка атакуете душу в сознании сына удачи 10 000 раз. В будущем я буду медленно очищать вас. Старейшина Сюй действительно потрясающий человек. Прошло много времени с тех пор, как семья рабов видела такого героического человека, как старейшина Сюй. Глава Ю также просит старейшин уважать самих себя. Семья рабов просто восхищается старейшинами. Если у вас есть время связаться с семьей рабов, в этой вонючей женщине слишком много людей, и у меня сильный приступ. И я тоже получил пользу от своего брата. Я уже сказала, что независимо от ее статуса Бао Цзэмэ и моего нынешнего статуса, нет причин беспокоиться об этом. Как это возможно? Глава секты Хэхуань, Юлин Лун, всегда была выше всех. Как она могла проявить инициативу и проявить доброту к Сюйцзяо, старику, который вот-вот надерет ему ноги? Все в порядке, все в порядке. Просто у госпожи Сюй только что был сильный приступ, и госпожа Юлин Лун пошла познакомиться с ней поближе. Все верно, вот и все. Как она могла понравиться моей старушке Цзэюэ? Такой возможности вообще нет. Когда я приеду в Ляньсюй, я отправлюсь к жене Дугулина, чтобы сделать ей предложение руки и сердца. Теперь я могу отправиться прямо к нефритовой жене.
Ведьме из секты Хэхуань нравятся молодые и сильные, так что я отправлюсь к нему, чтобы обменяться чувствами. Лучше закончить сегодня вечером. Сегодняшняя встреча была успешно завершена. Владелец, Лао На попрощался с нами. Старейшина Сюй сегодня очень силен. Сколько у вас будет воплощений, когда я приду навестить вас в другой раз? Пленники старшего пещерного особняка слишком могущественны. Я боюсь, что даже мастер не справится с этим. Не так уж много, совсем немного. Всего 1 или 2 раза. В случае, если эта секта демонов, разрушающих небеса, придет искать неприятностей, не тревожьте мастера Чуге. Просто предоставьте это вашему брату. А Железная гора в начале жизни старшего брата тоже была защитным талисманом. Я не думаю, что она выглядит немного по-другому. У нее, кажется, нет никакой ауры. Все верно. Талисман также был найден в пещере старейшины. Когда старейшина Сюй увидел сегодня семью рабов, он очень восхитился базой культивирования старейшины Сюя. Он хотел сказать старейшине Сюю наедине, что семья рабов находится в павильоне в лесу, ожидая прибытия старейшины Сюя. Брат, блудное копыто из Хихуанзуна прислал тебе сообщение, верно? А где же младшие сестры? Мой старый друг случайно оказался поблизости и пригласил меня выпить. Вы идите первым, я догоню вас и вернусь в секту. Не волнуйтесь, для меня нет ничего опасного в том, что у меня есть талисман Аватара. Брат, ты усердно практиковал в течение 1000 лет и, возможно, недостаточно знаешь о секте Хуань. Упражнения, которые они практикуют, могут лишить человека духовной силы и удачи. Сестра, я просто собираюсь наверстать упущенное, а не то, что вы думаете. Ци удачи — это таинственная вещь, не говоря уже о духовной силе. Я не знаю, сколько она стоит. Брат-монах Юлин Лун все еще полагается на свой собственный талант, чтобы развить и достичь 9-кратного превращения богов. Если вы подойдете к нему слишком близко, то умрете раньше времени. Удача, моя удача сейчас действительно на высшем уровне. Может ли быть так, что Юлин Лун действительно был привлечен моей удачей? Не волнуйся, сестра. Твой брат, конечно же, знает, насколько могущественны эти ведьмы. И я не буду иметь с ним ничего общего. На самом деле старику осталось жить всего 1 год. Я не верю, что если человек умирает, удача всего его тела не может быть такой же величественной, как у старейшины Сюя. Старик, должно быть, скрыл какие-то секреты. Это действительно плохо. Это заставляет начальника тюрьмы долго ждать. Императорский магистр не знал, что сказать мне наедине. Старейшина Сюй задал этот вопрос сознательно. Несмотря на то, что старейшина Сюй стар, он также является самым красивым мужчиной, которого когда-либо видела семья рабов. Рабы восхищались старейшиной Сюй и скучали по старейшине Сюй, поэтому они пригласили старейшину Сюя на встречу. Юлин Лун немного крадет удачу Ци, и 50 очков возвращаются хозяину. Юлин Лун немного крадет удачу Ци, и 50 очков возвращаются хозяину. Что случилось с этим стариком? Почему? Как бы я ни старалась, его удача по-прежнему не уменьшается. Но это еще более величественно. Это просто ужасает. Почему начальник тюрьмы остановился? Я умираю от старости и от моей удачи мало проку. Поскольку начальник тюрьмы не испытывает ко мне неприязни, как к старику, у меня нет ничего хорошего. Так что эта удача достанется начальнику. Сюй Элдер, мне очень жаль, но я просто ничем не могу помочь. Но только так. На самом деле, дело не в том, что я не хочу сосать, а в том, что моя удача на исходе, и я больше не могу сосать, пока не закончу. О, и вот еще что. Это слишком много, не очень хорошо для моей жены. Я такой ароматный, что достоин быть моей нефритовой женой. Когда я увижу его позже, похвалю ли я его за то, что он хорошо выглядит сегодня, или сначала принесу ему подарок для встречи? Я этого не делаю, это неправда. Старый пес Сноу, мою бывшую жену, должно быть, заставили. Очень заставили. Я больше ничего не могу с этим поделать. Идиот, успокойся. Сюй Сяо и Юйлин Лун пришли и поспешно ушли. Этот Сюй Сяо немного странный, и я боюсь, что на его теле все еще остался талисман. Сейчас вы еще не достигли уровня очищения пустоты, и вы не можете победить тех мастеров, которые превращаются в талисманы. Я больше не могу выносить этого старого дьявола. Дугули — это больше ничто. Теперь даже Юлин Лун спутался со старым Пэсом Сюем. После целого года глупостей старик умер. Вы должны смириться с этим. Если вы не уйдете, божество не возьмет вас в ученики, и через год он станет умирающим стариком. Оно того не стоит. Мы все так злы. Этот нефритовый Ленглонг, если он вам нравится, просто заберите его обратно, когда станете хозяином. Есть еще глава туманной секты, но сейчас все, что вам нужно сделать, это воздержаться.
Почему этот рев только что был немного похож на насильственную смерть Сяо Хэ? Старейшина Сюй был окружен холодным воздухом. Похоже, что это план людей полярной магии. При мысли о том, что он подглядывает за мной, я чувствую себя слишком несчастной, и мне становится противно. Давайте оставим его в покое. У него такая красивая голова, и он не испытывает ко мне неприязни, как к старику. У меня здесь есть кое-что, что не является драгоценным, но только для сердца головы. Пришлите мне что-нибудь начальнику тюрьмы. Это первоклассный Чжуянь Дань. У меня уже был такой раньше. Голова у него такая подвижная. Если вы примете эту первоклассную таблетку Чжуняни, ваш внешний вид сохранится надолго. Благодарю вас, старейшина Сюй. Старейшина, вы так добры к семье рабов. Старейшина, после того, как я закончу совершенствовать свою удачу, могу ли я прийти к вам снова? Конечно же, я сказал директору, что вся эта удача достанется вам, и вы сможете забрать ее в любое время. Старейшины так добры ко мне. Старый пес Сюй, Лао Цзи и вы неразлучны. Зайдите за мной, и я позвоню Линглонгу сегодня вечером. В течение этого года, до смерти Сюй Сяо, он никогда не должен грешить против людей Туманной секты, признавать, что его избили, и вставать по стойке смирно, если он допустит ошибку. И никогда не вступать в споры с учениками Туманной секты. Туманная секта. Старейшина Тайшан, враг главы демонов. Я умру через несколько дней, только для того, чтобы занять место Ювэнь Хаотена. Этот Сюй Сяо умирает от старости, и он отомстит за него и подождет, пока этот Сюй Сяо состарится и умрет. Успех или неудача Санценда уже здесь. Поздравляю ведущего с тем, что он постиг человеческий огонь 3000 проспектов, и огонь, который был постижим до человеческого огня, теперь постиг человеческий огонь. Человеческий огонь, также называемый огнем кармы, рождается из тела. Сила этого правила ужасна. Огонь земли и огонь человека переплетены внутри и снаружи. С повышением уровня совершенствования сила этих двух путей будет становиться все сильнее и сильнее, если вы снова постигнете небесный огонь. Разве это не будет равносильно постижению истинного огня с 3 ароматами? Убийство демонов в течение нескольких дней считается оскорблением секты демонов. Повысьте свой уровень развития как можно скорее, и вы сможете пораньше отправиться в Юаньин, чтобы заняться старым демоном, сыном удачи, из секты полярных демонов, который фактически уничтожил главу секты полярных демонов. Секта демонов, разрушающих небеса в одиночку. В самом деле, старейшина Сюй — это слишком сильно сказано, не так ли? Этот демон Зитянь — 9-кратный источник силы богов. Я в это не верю. Успокойтесь и выслушайте меня. Это внутренние новости. Старейшина Сюй раскопал могущественный пещерный особняк старейшины и раздобыл несколько супермагических талисманов, которые преобразили 9 богов изнутри. Когда он спустился с неба, он уничтожил небо демонов. Один за другим. А чем вы так гордитесь? Это просто невезение. Секта демонов сказала, что старейшина Сюй угрожал Юлин Луну 9-кратным талисманом бога трансформации и насильно попросил главу секты Хэхуань служить злым духом в цвете. И он не испугался, что касается младших братьев и сестер. Давайте продержимся еще год. Продолжительность жизни старика составляет менее 1 года. Старейшина Сюй не мог долго прыгать. Я выиграл тайбрейк в дерби Истгейт. Начинайте прямо сейчас. Я признаю свое поражение, младшая сестра. Ты молодец, снова победила, и мы можем поклониться внутренней двери. Все это благодаря старейшине Сюю. Я не видела его 3 месяца. Возможно, он превратился в духа, и все это из-за того, что выдал себя в обмен на магическое оружие. Мистер Сюй исчез на 3 месяца и долгое время не знал, где рисовать. Посмотрим, кто сможет защитить вас. Люсиньянь, выиграйте еще одну игру, и вы сможете войти во внутреннюю дверь. Старейшина Вэнь, старейшина Сюй. Я уже говорил это за вас. И сегодняшний выход будет таким же оживленным, как и всегда. Старейшина, вы стали моложе, и в последнее время ваше королевство немного восстановилось. Это всего лишь тривиальный вопрос. Сколько раз я говорил, что люди нашей туманной секты должны объединяться и любить друг друга, а не запугивать одну и ту же секту. Какое преступление вы должны совершить за оскорбление Цзинь Люсяна и Линьяня? Старейшина Сюй, недоразумение есть недоразумение. Мы просто шутим с 2 младшими сестрами. Старейшина Сюй, не думайте слишком много о принуждении Юаниня и возвращайтесь в царство Юаниня. Мастер Сюй, где вы были эти 3 месяца? Я так сильно по вам скучаю. Да, нянь, что случилось с вашей командой правоохранительных органов? Эти внешние ученики задирают Люсяна и Янь. Неужели вас, мастера, это не волнует?
В конечном счете, какова репутация моей туманной секты? Разве она не испорчена? Суровое наказание должно быть суровым наказанием. Это столкновение. Сюй Шиба отменил все правила. И целый год терпел порку каждого. Старейшина, мы были неправы. Пожалуйста, простите нас. Мы больше не смеем. 1 год. Неожиданно он так быстро преодолел вес Юань-Ина. Подарки, которые были вручены Люсяну и Яню перед отступлением, успешно вызвали 10 тысячкратный критический удар системы. Теперь Тиньлэйфу и Сюанбин, мечи и талисманы у вас в руках. И моя туманная секта действует без страха. Когда вы прибудете на 9-й этаж фонда, у каждого из вас будет по 10 нефритово-золотых пилюль, 10 высококачественных духовных камней и 10 пилюль с узлами. И я дам вам лично передам ваши неземные советы по долголетию. Поздравляю ведущего с успешным возвращением 30 таблеток Хуаин и 300 первоклассных спиртовых камней. Старейшина, за 3 месяца вашего отсутствия ученики очень по вам соскучились. Ян, вы вернетесь первым, а ваша старшая сестра прижмет меня к себе, затем к вашему плечу и вернется обратно. А кто такой старший? Старый пес еще жив, и он прорвался в эпоху Юань-Ин. Не может быть, чтобы этому старику было явно больше 1000 лет. Почему же он до сих пор не умер? Возвращайтесь к свету. Да, это должно быть возвращение к свету. И должно быть эта дата его недавней смерти. Главный, теперь Сюй Сяо всего лишь наконечник арбалета, так что не бойтесь. В лучшем случае, он юаньинский старик, которому осталось жить несколько дней. В настоящее время самое важное — это борьба за тайное царство небес человека в Наньчане. И монахи, находящиеся в воплощении, могут войти туда и исследовать его. Если моя секта полярных демонов сможет убедить главу Да-Да Шанданя прорваться через очищающую пустоту, 3 старейшины будут отправлены прямо в центр города. Корнер. На этот раз я пошлю самого сильного юаньинского монаха из секты полярных демонов. Обязательно уничтожьте 4 юаньинских монахов, отобранных Да-Да Шэнданем. У каждого по 3 пилюли для подавления холодовой цепи. Ошибки недопустимы. Глава, если вы примете 3 таблетки для подавления холодовой цепи за короткий промежуток времени, я боюсь, что с гениальными учениками моей секты все будет в порядке. Какой смысл жертвовать чем-то ради будущего моей секты? У вас есть это? Супергений главы доминирует в моей секте полярных демонов, и он недалеко отсюда, и он еще не умер. Забудьте об этом. Оставьте его в покое. Младший брат, когда в следующем месяце откроется тайное царство небес и человека, который открывается раз в 300 лет, обязательно посетите и выберите лучших учеников моего Дао Тиньмэнь, чтобы они отправились к целевому Дао Шондан. Даже если вы не сможете получить Шондан, вы должны принести достаточно пользы и быстро выбрать его. Это также благословение, что господин Сюй не умер. Лао не видел такого покоя в сфере самосовершенствования в 2000 году. Я надеюсь, что мастер Сюй сможет прожить еще какое-то время. Юнь-Тун, тайное царство небес и человека, откроется в следующем месяце. Отправляйтесь в зал Лахань и выберите кого-нибудь. Старые вещи на самом деле так просто не умирают. Когда в следующем месяце откроется тайное царство небес и человека, выберите 4 9-кратных учеников Юань-Ин и скажите им, что им не нужно усердно трудиться. А глава пилюли бога не ожидает, что это принесет что-то хорошее. Все происходит как бы невзначай. Дядя Чудюга, я уже подумала о кандидатах на участие в тайном царстве небес и человека в следующем месяце, так что пусть моя ученица Шуюэ возглавит команду. Он смог преодолеть испытания божественного грома несколько лет назад, но он подавлял самосовершенствование ради тайного царства о небесах и человеке. Шуюэ чрезвычайно талантлив, и есть большая вероятность, что он возглавит команду, которая получит Да-Дао Шэндан. Девочка Лин, если на этот раз ты получишь Да-Дао Шэндан и прорвешься в царство очищения, моя туманная секта займет лидирующие позиции в ближайшие 300 лет. Даже если вы будете каждый раз возвращаться с таможни, вы почувствуете огромное облегчение. Сюй Сяо, этот сопляк недавно вышел из таможни, и я слышал, что он прорвался в эпоху Юань-Ин. Зачем беспокоиться? Я просто борюсь с трудностями. Мисс Лэй, найдите возможность напомнить этому сопляку, что не создавайте проблем повсюду, потому что у вас не так уж много долголетия. И честно, проживи следующие 50 лет хорошо. Если я спровоцирую такое же разрушение, как в прошлый раз, босс, я поймаю его лично. Даже когда этот сопляк состарится, он все еще будет носить с собой Сяоми, и он осмеливается открыто защищать Сяоми перед привратником. У него это неплохо получается. Когда 2 девочки, Дзинь Люсян и Линь Янь, войдут во внутреннюю дверь и завяжут таблетку раньше, мне будет удобнее, чтобы раздавать нефритовые и золотые пилюли. Мне как раз может пригодиться возвращенная таблетка Хуаин. Разве она не сохранена? Сестра Линь, старейшина Сюй поддерживает нас в зале. В сегодняшней битве мы сможем беспрепятственно пройти во внутренние врата. Все верно, сестра Цинь. Мы не должны терять уважение старейшин. Обнаружен перенос газа у белой женщины. Посмотрите несколько раз на кольцо трубы уровня В для транспортировки газа. Это оковы первой степени. О, я на самом деле встретил Бай, дочь удачи класса Б. Вот, смотрите, несмотря на то, что вы прекрасны, я полон решимости сегодня же воткнуть мачете в эту внутреннюю дверь. Дайте этому брату сделать первый шаг. Смотрите, он выложится на все 100. Не обращайте на это никакого внимания, сначала сойдите с ринга. У этого старейшины есть какая-то судьба, связанная с вами, и он намеренно хочет вам что-то сказать.
Старейшина Сюй, вы действительно зовете меня? Все кончено. Почему этот старый сибёры, когда белая сестра успела с ним связаться? Так как же я могу бороться с этим соревнованием за внутреннюю дверь? Не бойтесь, у вас действительно есть судьба с этим старейшиной. Спускайтесь скорее, глава Верховного Старейшины, выйдите и накажите этого демона. Старый дьявол снова начал выбирать учеников публично, и он собирается забрать последнего из 3 наших основных учеников. Ученик Ваймань Байца Саноо встретился со старейшиной Сюем. Я не знаю, что старейшины сказали мне, чтобы я сменила учеников. Не нужно быть вежливым. Вы не должны принимать близко к сердцу грязные слова в адрес этого старейшины. Старейшина, сейчас мое долголетие приближается, но я просто хочу найти несколько талантливых учеников в секте, которые унаследовали бы мантию моей жизни. Благодарю вас, старейшина Сюй, за вашу благосклонность. Но у учеников есть только 8-кратная база совершенствования. Боюсь, что в финале я недостаточно уверена в себе, чтобы иметь шанс на победу. В любом случае, по воле судьбы, этот старейшина поможет вам. После того, как вы войдете во внутренние врата, поклонитесь прямо под дверью старейшине Веню, 3 великим защитникам внутренних врат. Если через некоторое время вы выиграете соревнование, следуйте за мной. На церемонии поклонения старейшине Веню я наберу для него учеников. Ученик, благодарю тебя, старейшина Сюй, за его великую милость и добродетель. Смотри, он оправдает большие надежды старейшин. Вы поклонялись другим мастерам, старейшинам и ученикам за пределами церкви. Сегодня мастером внешних дверей является старейшина Мэндан, который отвечает за долину Мэндан, что действительно удобно. Продолжайте. Сегодня вы никогда не проиграете. Чем пытаться начать? У этой белой сестры хорошая глубокая внутренняя сила в следующем. Я не выдержал. Отбил, взял вверх. Спасибо тебе, брат, за твой совет. Дядя Ши теперь действительно осмелел. После того, как выкопал пещеру для старшего, он даже не притворяется, что притворяется. Приближалось время долголетия семьи, и даже 9-кратный демон Цзи Тянь был убит. Тем из нас, кто не является старейшинами, лучше поменьше говорить и хорошо выполнять свою работу. Лю Синьянь, подойдите сюда. Позвольте мне представить вам старшую сестру. Посмотрите на старшую сестру. Я не ожидала, что вас тоже повысят в должности. Вы такой милый. Вы трое можете использовать меч вместе, а после полета вы можете переместиться к внутренним воротам, чтобы попрактиковаться. Старейшина Вэнь, я уже сказал, что вам не о чем беспокоиться. Ученица поблагодарила старейшину и не разочаровала его в любви. Под дверью старейшины Вэня. Люсян, ты старшая сестра. Бай, посмотри на это. Ты вторая старшая сестра, Янь. Ты старшая сестра. Вы трое прекрасно ладите друг с другом. Не беспокойтесь о будущих ресурсах для выращивания. Все это я возьму на себя. Ученик, благодарю тебя, старейшина Сюй, за твою милость. Что касается таланта культивировать бессмертных, позволь мне убедиться, что он ничем не хуже, чем у сестры Цзи и сестры Линь. Если бы у меня были ресурсы для его поддержки, я бы 9 раз строила фундамент. Взгляните на это просто так. Это 10 пилюль для создания фундамента, 10 духовных камней высокого класса и магическое оружие среднего класса. От царства Сюаньгуан считается подарком навстречу. Теперь, когда вы закладываете фундамент для церемонии восьмеричного поклонения, не волнуйтесь. Подождите до тех пор, пока ты не закончишь принимать таблетку. Ученик, спасибо тебе, старейшина. Не нужно быть вежливым. У меня с тобой общая судьба. Так и должно быть. Отдайте что-нибудь в первый раз. Послушайте, если вы нанесете 1000-кратный критический удар, чтобы вернуть превосходного мастера просветления Дэна, то ваша репутация действительно пострадает. Тело не боится теней. Старый мошенник просто развивает таланты для моей туманной секты. Чего вы боитесь? Дан Ниан поспешно реорганизовал команду правоохранительных органов. Если кто-то без разбора распространяет слухи, следует строго соблюдать правила и предписания. Да, не обязательно, что делать. Этот Сюй говорит, что старик, которого вы сделали своим преемником, также дал вам так много вещей. Старик действительно ищет смерти. Старший мастер, он очень хороший человек. На самом деле это не то, что говорят со стороны. Посмотрите на свое замешательство. Вы ждете, пока я сведу счеты с этим стариком. Это световой меч старейшины Мэна. Старейшина Мэн, 9-й ранг Юань Ина, является первым старейшиной нашей внешней двери. Теперь фамилия Сюй мертва. Старик Сюй, выйдите и посмотрите сами. Это человек, которого я обучала, вам не разрешается причинять ему вред. Дандан, вы все еще здесь. Не называйте меня Дандан. Не обращайте внимания на то, сколько вам сейчас лет. Вам больше 1000 лет, вы все еще старый и неортодоксальный. И у вас все еще есть свои представления о моей семье. Почему вы не умерли раньше? Взгляните на Дандана Бая, у него хороший талант, и он хороший саженец. Я дал ему кое-что, что поможет ему войти во внутреннюю дверь. С этим что-нибудь не так? Старина, кто же не знает о вашей нынешней репутации в Зедор? Не кажется ли вам, что это просто дань моде на внешность моей цаца? Я не утруждаю себя расспросами о Цинь Люсяне и Линь Яне. На этот раз забудьте о том, чтобы отправлять вещи во внутреннюю дверь. Вам не разрешается искать его в будущем. Дандан, сколько у вас ресурсов, вы не считаете. Вы тоже хотите, чтобы Байци Ацо пошел по вашему старому пути?
У Конга есть талант, но он остановил Юанина. И это еще не все. Потому что если бы ты тогда не был таким бедным, ты бы не смог помочь мне в совершенствовании и причинил бы мне вред. Как я могла потратить впустую 100 или 2 лет времени и, наконец, вернуться к внешним воротам, чтобы стать старшей Джин Чжэ-Джин? Мне все равно. В любом случае, тебе больше не позволено причинять вред. Вот, видите? Раньше мне было стыдно за вас, но теперь я унаследовал ресурсы пещерного особняка для престарелых, и у меня не так уж много долголетия. Разве это не означает, что мы ищем их троих в качестве преемников? То, что я был должен вам раньше, я обязательно верну. Старик не обращает внимания на то, сколько ему лет. Как вы думаете, вы такой же красивый, как и раньше? Я думаю об этих вещах до смерти. Я бесстыдно обнаружил Менгдан, дочь Ци Удачи, а коэффициент возврата Ци Удачи уровня S равен 200 градусам 2 Дандана, которая также является дочерью Ци Удачи Дандан. Мне стыдно за вас. Это превосходное магическое оружие. Если в вашей жизни есть это волшебное оружие, у вас больше шансов на успех. Дандан, вы все так же прекрасны, как и раньше. Это первоклассная таблетка Джуняни. Я надеюсь, что вы всегда будете такой же красивой. Я не могу пользоваться этими таблетками. Это превосходное магическое оружие. Шанпин Чажу Янь Дань, старик Сюй. Вы отдадите мне все это, и я отдам вам Дань-Дань. С этого момента ресурсы для культивации принадлежат вам и Бай Цяцао, старик. Я позабочусь обо всем этом. Прежде чем я умру, я помогу вам пробиться в царство трансформации. Старейшина Сюй, почему вы испытываете трудности? Впервые Мингдань был отдан, что привело к нанесению тысячекратного критического удара, возвращению волшебного оружия 9 огненных стекол, выдаче лучшего Чужу Янданя и успешному возвращению 2 превосходных продуктов. Чиджу Яндань, хотя вы и стары, ваша внешность уже не так хороша, как в том году, по крайней мере. Я думаю, что вы все еще красивы. На самом деле, я не видела вас так много лет. Я действительно скучаю по вам. А вы знаете, старейшина Мэнгдан вчера всю ночь оставался в комнате старейшины Сюя. Так что мы точно не знаем, что он делал. Я слышал, что у старейшины Мингдана и мастера Байцуоца были несколько неясные отношения со старейшиной Сюем. Я пойду первый. Старик, Дандан, сначала потренируйся, подойди и скажи мне, если тебе что-нибудь понадобится, подойди и присядь, когда у тебя будет время. Мне здесь всегда рады. Старейшина Ду, но моя богиня, старейшина Сюй, как ты можешь это делать? Моя Нима тоже схватила Лао Цзы за 8 пальцев, и в моем сне старик выгнал меня дугой. Дядя Ши, это уже слишком. Учитель, снаружи ходят слухи о вас, старейшине Сюё и обо мне, все это слухи. Слушайте, если в будущем у вас закончатся ресурсы, обратитесь к старейшине Сюю. Вы хотите верить слухам, которые ходят снаружи? Брат, ответьте мне, что, черт возьми, происходит? Вы все еще ищете старого любовника, вам нужно старое лицо. Это все слухи. Сестра, успокойтесь и дайте мне что-нибудь сказать. Я каждый день усердно работаю на благо секты, а также усердно готовлюсь к путешествию в тайное царство небес и человека в следующем месяце. Брат, это полезно для тебя. Заботься о своей жизни каждый день. Знаешь ли ты, что вся секта сейчас проповедует о тебе? Куда ты деваешь свое старое лицо? Это тайное царство небес и человек. Не собирается ли в ближайшее время открыться тайное царство небес и человек? Конечно, я очень занята. На этот раз все стороны в тайном царстве небес и людей проявляют жадность. Если я не смогу получить хорошие вещи, мое положение главы туманной секты может оказаться негарантированным. Вы так сильно меня разочаровали. Старшая сестра, скажите мне раньше. Не волнуйтесь. На этот раз оставьте вопрос о тайном царстве небес и человека старшему брату. Я старшая сестра и мой единственный возлюбленный. Ради младшей сестры и старшего брата, прежде чем я умру от старости, я обязательно верну Дадао Шондань и отдам его старшей сестре и старшему брату Лянь Сюю. Вы что, издеваетесь надо мной? Даже если вы восстановили какую-то базу культивирования и достигли уровня Юаньин, какой в этом смысл? До тех пор, пока секретная территория заражена дыханием богов, она будет немедленно телепортирована. Не беспокойтесь о своих старших сестрах, которые не умеют обращаться с талисманами. Могущественный пещерный особняк, унаследованный старшим братом, является не только узником. Скажите мне, каких 4 человек вы планируете отправить на этот раз? Команду возглавляла старшая ученица Шуюэ, а также мой второй ученик, а также ученики старейшины Чу и старейшины Лю, Сяо Ван и Сяо Ли. Все они монахи Юаньин Цзючун. У каждого из них есть несколько первоклассных магических орудий Шуюэ и превосходное магическое оружие их семьи. Все должно быть в порядке, с кандидатом все в порядке. Второй парень самый слабый, и у него нет должной физической формы, так что не уходите, если вы будете честно тренироваться. Позвольте мне занять его место. Если появится старший брат, старшая сестра, просто сидите и ждите Дао Шондана. Это не шутка. В конце концов, битва за Дуада Шиндан всегда была очень жестокой. Если у него не хватит сил, я боюсь, что он умрет, если даже не сможет открыть спасительный талисман. Другие секты, должно быть, борются за свои жизни. В любом случае, старшая сестра, ты веришь в старшего брата, а старший брат потратил впустую всю свою жизнь. На этот раз брат хочет внести последний вклад в твою жизнь и в секту туманов. Только хорошая младшая сестра из секты туманов может разжечь настоящий огонь. И она действительно заслуживает своей репутации. В соответствии с моим путем земли и огня, в этом путешествии в тайное царство небес и человека, я никого не боялся в детстве. Путешествие в тайное царство чрезвычайно опасно.
Перед отъездом я должен зайти в коммерческий банк Зилай. Вот 120 пилюль Юньин, 40 пилюль Хуадань и 10 мощных талисманов периода Юаньин, которые вам нужны. После того, как я сделаю вам скидку, вы сможете приобрести в общей сложности 700 первоклассных камней духа. Неожиданно оказалось, что владелец подсобного магазина так быстро достиг уровня Юаньин, и эти 10 таблеток Хуаинь были даны владельцу подсобного магазина для помощи в совершенствовании. Благодарю вас, старейшина Сюй. Старейшина Сюй действительно становится моложе и красивее. Поздравляю ведущего с тем, что он раздал 10 таблеток Хуаинь и успешно вернул 10 алхимических пилюль. Старейшины слышали, что на этот раз в тайное царство Наньшинга Тиньжэнь отправится и ваша туманная секта. На этот раз мне посчастливилось быть лидером команды, которая проникла в тайное царство туманной секты. Как вы, старейшина, вы тоже должны пойти. Все люди, которые в тот день отправились в тайное царство, были Юаньин с Дючжун. Вы только что восстановили свою базу культивирования Юаньин. Не удивляйтесь, у старика все еще есть немного сил. Кроме того, все остальные трое — гении моей туманной секты. Это всего лишь мелочь. Владелец магазина, почему вы вдруг заплакали? Старейшина, могу я спросить вас об одной вещи? В чем дело? На этот раз я побывала на Востоке, и я также отправлю 4 человек в тайное царство небес и человек. Один из них — Шангуань Циньюй, молодой владелец моего коммерческого банка в Цзилае. Он молод и достиг 9 уровня Юаньин, но он цветной зародыш, но он всегда хочет превзойти мою идею. Узнав личность Шангуань Циньюя, врага удачи, молодой владелец коммерческого банка Дан Гуйгацалай дал задание убить Шангуань Циньюя, и награда за выполнение миссии будет выдана в следующий раз, и она будет подвергнута критике 10 000 раз. Я владелец магазина. Будьте уверены, что эта проститутка, которая, как оказалось, воплотила вашу идею в жизнь. Просто противоположность тому, что было раньше. Старик не должен позволить ему покинуть тайное царство небес и человека живым. Обещание старейшины слишком основательно, не так ли? Я не говорила, что позволю вам убивать людей напрямую, но наложница действительно счастлива. Старейшина так добр к наложнице. Владельцу лавки, вы не испытываете ко мне неприязни, как к старику. Мне нечем отплатить. Я так стар, что у меня есть определенный промежуток времени. Жизнь, которую Шангуань Цзиньюй передал мне, не позволит ему вернуться на восток, в деревню. Этот старый симпатичный парень действительно становится все красивее и красивее. Если бы Шангуань Цзиньюй действительно умер в тайном царстве и пришел в фирму, я была бы полностью у власти. Старшая наложница, большое вам спасибо, старейшина. После того, как старейшина вернулся, наложница захотела по-настоящему служить старейшине Сюю. Владелец магазина, не волнуйтесь. Этим делом занимаемся мы со стариком. Благодарю вас, старейшина. Наложница ждет хороших новостей от старейшины фирмы. Дядя, вы все еще живы. Это здорово. Шуэ, успокойтесь, мастер. Я не могу этого вынести, когда состарюсь. Главным образом, потому что скучаю по мастеру. Шуя, дядя Ши умирает от старости, так что не приходите и не смотрите. Дядя Ши, я тоже по вам скучаю. Дядя, а раньше я была в затворничестве. Недавно учитель вызвал меня к себе. Это не значит, что учитель, находящийся вне поля зрения, начинает это делать. Ну что же, мастер Шуюэ, прошло много времени с тех пор, как я вас видел. Это список из 10 тонов, если вы сможете воспользоваться им сейчас. Я подарю его вам в качестве подарка на встречу. Дайте мне столько-то списков фотографий. Дядя, вы хотите, чтобы я вам понравилась? Я согласна. Пока дядя Ши дарит мне хорошие вещи, я тоже хочу, чтобы дяде Ши это нравилось. Впервые Шуюэ наносит 10 000, кратный критический удар, чтобы вернуться к инструментальной пилюле Хунмэнг. И после ее приема он обретает бессмертную истинную ауру Хунмэнг. При использовании в сочетании с духовной силой сила магии может расти экспоненциально, и ее можно использовать бесконечно. Шуэ, заткнись и иди сюда. Сердце Шуё все еще как у маленькой девочки. Сестра, не беспокойтесь из-за этих шуток. Давайте уйдем, не позволяйте другим старейшинам секты ждать. Небесная семья — это большое дело. Это вход в тайное царство Нанчанга Тенджи. Это священный свет сознания Бога. Неожиданно, когда на этот раз было открыто тайное царство небес и человека, собрались даже высшие деятели 2, 3 и 6 сект городского демона. Это старейшина Сюй. Неожиданно, после года, когда они не виделись, старейшины помолодели, у них отросли черные волосы и бороды, они восстановили свою базу культивирования Юаньин и становились все более и более красивыми, что очень взволновало семью рабов. Маленький контракт, украденный Юлинг Луном, вернет 50 очков удачи, а маленький контракт, украденный Юлинг Луном, вернет 50 очков удачи. У меня есть карманные двери. Так много людей смотрят на меня или хотят вернуться назад. Дедушка старейшина, моя секта Хехуань и ваша туманная секта — это 4 секты правильного пути. Глава Дугу мой друг, он не знает, что сказать. Какая огромная удача. Жаль быть первым, кто вырвется вперед, но вы можете попробовать. Это секта Хэхуань. У Юлин Луна действительно был роман со стариком Сюем, и им обоим действительно не было стыдно средь бела дня. Юлин Лун действительно был слеп. Почему с этим чертовым стариком Сюем так обращаются? Я не приемлю сплетен.
Этот старик Сюй не только открыто принял ученицу в секту Мисти, но теперь даже учитель ученицы воспитывает его вместе с ней. Теперь прозвище секты Мисти – ужасающий старый демон. До тех пор, пока эта красивая женщина-культиватор, никто не сможет вырваться из его когтей. Оказывается, дядя Сюю нравится такое воспитание. Оказывается, для этого нужно хорошо учиться, чтобы дядя Сюй продолжал присылать мне разные вещи. Это все еще немного сложно, но мне это не под силу. Шэнь Юэ, ну же, старый демон, отпусти мою нефритовую девочку, не надо. Лао Лю, что ты делаешь? Я собираюсь убить тебя, убить тебя. Что это за брат? Я вот-вот выйду и заявлю свои права на это, и я так зол, что готов сжечь себя заживо. Старик, я никогда в жизни не видел Лао Лю. Вы умерли такой ужасной смертью. Старик Сюй, должно быть ваша черная рука. Вы не должны умирать. Мои врата летающего меча смертны вместе с вами. Сяо Фонтуну запрещено так разговаривать со старейшиной Сюй. И если вы будете грубы со старейшиной Сюй, вы, Фейдаомины, больше не будете существовать. Старейшина ведь не напугал вас только что, не так ли? Обвиняйте меня в том, что я не способна к дисциплине. Этот человек с летающим ножом слишком груб. Это ваши люди. Ну что же, это дочерняя секта моей секты Хихуань. Старейшина Сюй, вы действительно скрываете большой секрет, и хорошим ученикам это нравится. Глава Юй, вы определенно не знаете этого старика Сюя. Это старый демон, который хорошо известен в секте Туманных. Старейшина Сюй, который оклеветал меня, хотел убить главу Бую. Это старый демон, как и все остальные. В будущем кто посмеет сказать, что старейшина Сюй не является главой вражеской тюрьмы в моей секте Хэхуань, но его собственный народ — это слишком много, где этого слишком много. Кто сказал им клеветать на старейшину Сюя? Амитабха, цвет – это пустота, а пустота – это цвет. Мастер Сюй, сердце из красной пыли слишком тяжелое, поэтому лучше прийти в мой храм 10 000 Буд для дальнейшего изучения. Старейшина Сюй, глава Дугу, который был с вами 1000 лет, теперь наказан Юлин Луном. Разве вы не сердитесь? Из-за чего вы так сердитесь? В любом случае, брат любит только меня. Этот брат Юлин Лун просто дурачится. Кроме того, старику осталось жить не так уж много лет. Я не могу делать эту штуку с Лангхузи, так что пусть это сделает Лангхузи. В любом случае, мой брат его не любит, и я не страдаю. Есть ли в этой туманной секте нормальные люди? Моему Ниме больше не нужно быть человеком. Это то будущее, о котором мечтает это место. Даосская пара, старый демон Сюй Лао Цзы, собирается раздавить вас на 10 000 абзацев. Старик умрет. Посмейте спровоцировать ведьму из секты Хэхуань. И вы же не боитесь, что вас засосет высокомерие, верно? Этому креслу больше всего нравится видеть, как вы страдаете перед смертью. Обнаружив личность Ювеньхао, врага удачи, глава секты демонов, разрушающих небеса, выдал задание убить Ювеньхао в награду за выполнение задания. И получил в 10 000 раз больше критических ударов. Кто такой Юйвенхао? Где находится сын верховного старейшины секты демонов, разрушающих небеса Ювеньхао? Это тот самый человек. Молодой человек, как у вас дела? Выражение глаз брата Сюя только что заставило меня почувствовать опасность. Этот взгляд враждебен. Нет, я не говорил, что хочу отомстить за то жертвоприношение демона. Осмелитесь взглянуть на меня и увидеть, что Лао Цзы не умрет в будущем. Ваш брат сказал все, что должен был сказать, и вам также вручается талисман, спасающий жизнь. Если возникнет опасность, активируйте трансформирующую ауру в талисмане, чтобы открыть секретное царство, и вы будете телепортированы. Секретное царство открыто только на 10 дней. Спланируйте все как следует. Не волнуйтесь, старшая сестра, если у вас есть брат, то я просто шучу. В дополнение к Дао Да Шиндану, ваша самая важная задача — дать этому старику по голове. Не волнуйтесь, я уже давно видел этого старого пса расстроенным. Даже если талисман с 3 холодовыми цепями погаснет, его придется разряжать на 8 частей, и он даже не сможет открыть спасительный талисман. Приветствую всех собратьев-старейшин, которые сегодня возглавят исследование Тайного Царства Небес и Человек. Я желаю маленьким друзьям из всех фракций удачного путешествия. Тайное Царство Небес и Человека было открыто, пожалуйста, войдите в него. Ваши маленькие друзья. Это и есть Тайное Царство. Место случайной телепортации очень интересное. Дядя Сюй, сестра Шуй и трава. Зло.
Дядя Сюй, сестра Шуйшимэй, это травяная охотничья равнина в восточной части Тайного Царства, богатая огненной травой. Трава хуавэнь – важный материал для очистки хуашендани. Одно растение может очистить по меньшей мере 2 оборотней. Сестра Дугу, не сердитесь. Сестра Юй, брат просто действует под влиянием обстоятельств. Вам не завладеть ее сердцем, брат. В этой жизни вы любите только меня. И даже если вы сядете, оно будет принадлежать мне. Правильно? Правильно. Правильно. Сердце старейшины Сюя принадлежит сестре Дугу, а у меня точно не будет сестры. Мне просто нужны люди старейшины Сюя. Мы получаем то, что нам нужно, и мы по-прежнему остаемся хорошей парой сестер. Очень хорошей. Так чего же вы ждете? Быстро нарежьте все это, сложите в пакеты для хранения и унесите с собой. Это дядя Ши, который разбогател. Очень быстро разбогател и не отпускал Шуе целую неделю. Что вы делаете? Почему бы вам не подстричь траву с огненным узором? Это хорошая вещь. Поторопитесь и подстригите ее вместе с Сяо Ваном и Сяо Ли. О, хорошо, хорошо, мастер, я ухожу. Летающий шаттл-тень уже на месте. И ответственные старейшины могут проверить положение учеников на секретной территории через Лингби. Люди из секты Мисти телепортировались прямо на равнину охотничьей травы. Что же это за удача такая? Разве этому старику не повезло? Помогите! Уровень развития этого монстра слишком высок, чтобы вообще победить старейшину Сюя. Если вы сейчас не порежете Ленцоу вместе, то не имеет значения, какой чай вы пьете. Брат Лао Май, дайте ему отдохнуть. Сестра Дугу, я не думаю, что старейшина Сюй может равняться на эти духовные растения. Это была всего лишь трава огненной души, и все началось очень быстро. Разве вы не видели, что кто-то уже вырезает туманную секту вон там? Они вырезали ее поздно. Сюй, старик Сюй, почему вы тоже пришли? К какой секте вы принадлежите? Я являюсь членом секты Пожирателей Душ и принадлежу к секте демонов, разрушающих небеса. Старик, уйди с дороги и не мешай нам собирать Линхкао. На этом лугу я заключил контракт с сектой Туманного, и я дам тебе 3 вдоха. Убирайся отсюда, умрешь, если не уйдешь. Что? Старик Сюй, ты что, с ума сошел? В Тайном Царстве существуют правила, и тебе не разрешается ничего делать, пока ты не поборешься за Дао Шэньдань. Это негласное правило. Еще 3 вдоха. Демон Лао Цзы действительно осмелился выйти замуж за своего мужа, не поговорив о боевых искусствах. Что же это за магическая сила? Насколько быстро? Вы нарушили закон. Отступайте, немедленно отступайте. Демон Лао Цзы, вы нагло нарушаете правила Тайного Царства, и все вас не отпустят. Что вы, 2 маленьких демона можете сделать? Как я могу попросить вас отрубить голову моему Сяобокаю? Психотерапевт в основном хороший и сильный, но боюсь, что даже мне придется иметь дело с этими огненными драконами. Дядя Ши действительно потрясающий. Он не только могущественный, но даже не соблюдает правила Тайного Царства. Дядя Тайши, старый демон, просто жди смерти, когда выйдешь на свободу. Это выше твоих сил. Если ты быстро не соберешь духовную траву, нам придется отправиться в другое место, чтобы собрать урожай побыстрее. Лао Симао нарушил правила и открыто убивал людей, и он должен быть сурово наказан. Помогите. Старый демон убивает людей и соблазняет красивых женщин-земледельцев повсюду, но сейчас он даже не знаком с правилами. Мертвый старый вор будет не первым, кто откажется согласиться. Неожиданно оказалось, что навыки старейшины Сюя в стрельбе оказались настолько сильны, что я боюсь, что даже монах Хуашэнь не смог бы парировать удар по невинной голове. Сюй Сяо нарушил правила сферы совершенствования, поступив таким образом. Почему бы вам просто не сказать что-нибудь? Сюй Сяо, мой старший брат и умирающий старик, а я всего лишь младшая сестра. Если вы хотите что-то сказать, давайте подождем, пока выйдет старший брат, и сразу найдем его. Я не могу контролировать то, что он делает. Кроме того, я не могу войти и застать его врасплох. Не так ли? Мистическая секта собирается стать изгоем?
Этот монах все еще остается порядочным человеком? Я уверен, что нет лучшего пути, чем дорога дьявола. Дядя Ши собрал сотни огнеземельных трав, и он мог бы практиковать по меньшей мере 1000 оборотней. Наша туманная секта выпустила всего лишь 10 тысяч высококачественных духовных камней, что является не более чем мелочью. Достаньте карту, чтобы отправиться в следующее место и продолжить сбор урожая. После 300 лет расчистки здесь определенно будет разбросано много информации. Давайте поторопимся. Возможно, сейчас копается много людей. Так что давайте начнем. Дядя Ши такой красивый. Дядя Ши настоящий монстр на секретной территории. Давайте спрячемся подальше, чтобы нас не обнаружили. Монстры на секретной территории очень свирепы. Монах Юань-Ин нам не противник. Разве на территории монстров все еще не растет трава духов? Дядю Ши охраняют монстры, подобные этой траве духов неба и земли. Только собрав другие команды правильного пути, вы можете попробовать это в последние несколько дней, но не в последние несколько дней. Идите прямо сейчас. 9-кратные монстры Юань-Ин на секретной территории мастера дяди могут обладать силой превращения богов и не могут сражаться в одиночку. В любом случае, если это тривиальный вопрос, люди быстро отступят, иначе я съем их живьем. А вы уже просветили свою духовную мудрость, значит, ты все еще охраняешь траву оборотня. Отдайте траву духа Лао Дао, и я отпущу вас сегодня же. Медведь-охотник за сокровищами, забудьте об этом. Оставьте эту траву оборотня этому маленькому парню. Этот пожилой симпатичный парень действительно непостижим. А на что претендует эта старая штука? Мастер, вы вернулись так скоро, это удивительно. Ну что же, давайте поторопимся и отправимся в следующее место. Дядя, вот южный край железорудных гор. Взгляните, дядя, здесь повсюду открытые спиртовые рудники. Здесь еще никто не бывал. Копайте медленно. Еще рано. Шэнь Юэ, что вы здесь делаете, если не занимаетесь добычей полезных ископаемых? Мастер, мне кажется больно. Что происходит? Ваша сила настолько велика, что даже Сяо Ван и Сяо Ли не пострадали. Как вы могли пострадать? Подождите дядю Ши, который не разбирается в медицине. Я позову Сяо Вана и Сяо Ли. Дядя Бёша, в этом нет необходимости, я понимаю их. Ничто меня не спасет. Так что же нам делать? Или телепортировать вас отсюда? Сестра находится снаружи. Она определенно сможет вас спасти. Дядя Ши, у меня тело духа воды, поэтому для исцеления необходимо использовать огненную технику дяди Ши и огненную технику дяди Ши. Таким образом, ученики начальной школы определенно больше похожи на меня. Чтобы обмануть дядю Ши, я действительно разрушила свои меридианы. Это просто бесстыдство. Но Шуюэ, новый гений туманной секты, больше не мог этого выносить. Когда он выйдет, Лао Цзы зарежет этого старого пса Сюя. Старый пес бессмертен, не дай бог. Лао Цзы ждет его у двери. Лао Цзы превратился в бога и поклялся не быть человеком, если не избавиться от этого старого пса. Существование такого человека — это просто богохульство по отношению к моей расе. Сестра Дугу, не сердитесь. Я думаю, что ваш ученик ранен. Старейшина Сюй просто помогает ему вылечиться. Ответственные старейшины, пожалуйста, успокойтесь. Это особый метод исцеления Шуйцзя. Мой брат Сюй Сяо просто помогает ему избавиться от простуды. Не думайте слишком много, старшая сестра, почему бы вам еще не прийти? Поторопитесь и займитесь моим делом вместе. Дядя, что вы делаете? Сяо Ван, Сяо Ли, ваша старшая сестра ранена, я использую наземный огонь, чтобы помочь ей избавиться от простуды, а дядя просто помогает мне вылечиться. Я только что была серьезно ранена, и все это было вылечено моим дядей, а старейшины были слишком пугающими. Этот подарок — первоклассное магическое оружие, а также талисман Юань-Ин, которые являются дорогой твердой валютой. Отправляйте, как скажете. Это слишком жестоко, не так ли? Хорошо, ребята. Отправляйтесь на добычу полезных ископаемых, а после копайте в другом месте. Да, дядя, давайте отправимся прямо сейчас. А не лжет ли мне эта маленькая девочка? Верните великолепное магическое оружие, меч удачи звезда серпантина. Верните 6 хуашинейских 9-кратных фиолетовых талисманов Сяолэй и 3 хуашенских 9-кратных талисмана из перьев меча Сюаньбин.
Кто идет? Этот район добычи был занят моей сектой небесных мастеров, и я быстро ухожу. Туманная секта Сюй Лао Симо на самом деле слишком добр к вам. На небесах отсутствуют врата Хуан Цуань, и ученики призрачных врат прислушиваются к приказу и следуют за мной, чтобы уничтожить этого старого демона. Юнь Сяо, такой же старый извращенец, как и вы, которого все достают и наказывают, тоже хочет проникнуть в тайное царство, стиснул зубы и победил вас. Просто понаблюдайте за этим. Оставьте этот вид борьбы и убийств мне. Жизнь старика недолга, и он не боится обижать людей. Раз уж вы пошевелили руками, даже не думайте о том, чтобы уйти. Просто бегите на четвереньках. В любом случае, первой сдвинулась рука противника, и у меня есть на то причина, куда бы я ни пошел. Мастер, вы просто великолепны. Этот трюк только что был таким красивым. Вам все равно нужно сказать, займитесь добычей полезных ископаемых. Хорошо, мастер. Мастер, этот старый извращенец убивал людей, а теперь возвращается с бесполезными вещами. Не волнуйтесь, этот старик Сюй, естественно, будет приведен в порядок. Как могла база земледелия периода Юаньинь содержать такие сокровища? Разве это не волшебное оружие, а легендарное магическое оружие? Дядя, ребята из этих двух сект сделали много мин, а камни духа и магическое оружие находятся в этой сумке для хранения. Камень духа и магическое оружие разделите на троих. Что касается железной руды, оставьте все это секте. Спасибо вам, дядя. Да здравствует дядя. Давайте перейдем к следующему пункту. Оказалось, что это Су Сиой. Старейшина Сюй, как здорово, что вы здесь. Не будьте таким вежливым. Моя туманная секта и секта Хихуань всегда были хорошими друзьями. Вы просто чувствуете себя непринужденно, то есть никто не смеет вас беспокоить. Это старейшина Сюй. Удача на моем теле так очаровательна, что я действительно хочу подойти поближе и сделать глоток. Сяо Ван, Сяо Ли, Шубите, идите срубите несколько могил и принесите их обратно в секту. Это товарищ Даос из секты Хэхуань. Не бойтесь, он с нами. Я не позволю этому старику Сюю, который неуважительно относится к старику, сделать это. Для тебя все, что угодно. Ребята, кто вы такие? Я молодой директор торговой палаты Зилая. Все эти трое — принцы из Восточного Королевства. Вы не можете слоняться без дела средь бела дня. Вы столкнулись со старейшинами. Если вы не хотите умереть, немедленно покиньте Тайное Царство. Поздравляю ведущего с завершением миссии, уничтожением врага удачи Шангуань Цзиньюа в качестве награды за миссию и получением в 10 тысяч раз большего количества критических ударов. Золотая рыбка Шангуань — самый сильный дикарь среди нас, и этот старик убил его одним движением. Я еще не сдался. Да, старший Сюй, мы сходим с ума. Старик сошел с ума, Шангуань Цзиньюй мертв. Старый демон в школе Сюй настолько ужасен, что мы не смеем оставаться здесь ни на минуту. Президент Шангуань был спокоен. Сюй даже убил 9 учеников, и у него был странный характер, с которым нам определенно нелегко справиться. Президент Шангуань, господин Данглай, пожалуйста, подождите, пока выйдет мой брат, и я позволю ему дать вам удовлетворительный ответ. Отказ главы Дугу вызвал гнев и негодование, и он убивал без разбора. Если с Тайным Царством покончено, не давайте мне заявление от торговой палаты Цзилая, независимо от того, насколько сильна ваша туманная секта. Я никогда не остановлюсь на Шангуань-Фэйле. Что, черт возьми, происходит со старейшиной Сюе? Почему вы убили кого-то необъяснимым образом? Это действительно большая проблема для нашей туманной секты. Мне лестно сказать, что старик Сюй — цветная кость. Этот старик просто дьявол, который не совершает ничего дурного. Неужели ублюдки из мести Бандероль настолько подонки? Этот Сюй Сяо на самом деле ничего из себя не представляет. Старейшина Сюй оказался настолько силен, что одним движением преодолел 9-кратную стену Шангуань Цзинью Юаньин. Не бойтесь, у меня есть несколько старых обид на этого Шангуань Цзинью. Так что я не убивал невинных людей без разбора. Продолжайте резать Сузуки. Не волнуйтесь. Я здесь для того, чтобы охранять. Никто не посмеет перечеркнуть вашу идею. Старейшина Си не только могущественен, но и очень удачлив. Старейшина, вы много работали. Эти 4 людей пришли, чтобы ограбить наш мавзолей по необъяснимой причине. Благодаря действиям старейшин, они были полностью уничтожены. Я спасен благодаря вашей голове. Должно быть установлено, что Шумер, дочь удачи класса С, возвращалась 10 раз. Через некоторое время мне придется придумать, как отправить что-нибудь в Шумер на разумных основаниях.
Старейшина Сюй, это что случилось? Другая сторона беспрепятственно столкнулась со мной, так что пожар был легко потушен. Кстати, Сяо Ван, Сяо Ли, сколько Сузуки вы порезали? Это означает, что мы вдвоем срезали почти 50 корней. Сначала дайте это мне, а вы, ребята, продолжайте резать. Су Сиою, я только что сделал это, что немного задержало ваше время на рубку древесины. Здесь более 50 надгробий. Это тоже подарок для маленьких друзей Су. Старейшина, как насчет этого? Да, у Су Сиою и Лао Дао своя судьба, и Лао Дао, естественно, не позволит Су Сиою страдать. Примите это. Су Сиою, что с вами такое? Старейшина был украден шумером, которому немного повезло, и он вернул 10 очков. И был украден шумером, которому немного повезло, и он вернул 10 очков. Сусяю. Это не имеет значения, если ты примешь удачу, которая приходит ко мне, несмотря на мой возраст. Со стороны старейшины есть пещера. Давайте пойдем туда. Отправляйтесь в путь. Тысячекратный критический удар возвращает духовный корень 10-летней давности, который содержит 3 капли духовной жидкости 10-летней давности. Каждую каплю можно использовать как священное лекарство для заживления мертвой плоти и костей, а также оставшееся количество критических ударов, увеличенное в 10 тысяч раз, будут розданы в следующий раз. Старейшина, пожалуйста, примите удачу. Вы не возражаете? В любом случае, Су Сяою, просто не обращай внимания на эту удачу. Лао Дао, долголетия не так уж много, не трать его впустую. Спасибо вам, старейшина. Старейшина, такой щедрый и привлекательный сторожил, действительно убивает этих молодых гениев. Старейшина, вы такой великодушный. Украдите немного удачи для Сумэй и верните ей 10 очков. Все мои маленькие друзья давно знакомы, но мы с вами особенно предначертаны судьбой. Это первоклассная таблетка Джуняня. Бесполезно продолжать в том же духе, так что я отдам ее своему маленькому другу, чтобы у нас был хороший брак. Чжу Яньдань по-прежнему остается первоклассным специалистом. Этот старейшина, вы действительно хотите подарить мне этот первоклассный Чжу Яндань? Мы с вами предназначены друг другу судьбой. Это просто тривиальный вопрос о том, чтобы получить первоклассный Чжу Яндань. Старейшина, вы так добры ко мне. Старейшина, семья рабов может узнать вас. Это благословение, которое семья рабов культивировала всю свою жизнь. Маленький друг, просто воспользуйся старым способом. Он все равно не будет использоваться. Поздравляем ведущего с выдачей первоклассного актерского состава Юань Дана и успешным выполнением миссии, которая вознаграждает за критический удар в 10 тысяч раз больше, чем за возвращение дана крови дракона Джо Юнг. Кстати, мой маленький друг, я слышал, что упражнения вашей секты Хэхуань могут поглощать не только ци удачи, но и духовную силу. Да, но поглощать духовную силу довольно проблематично. Вот и все. А где дядя Ши? Почему вы так долго никого не видели? Старейшина Сюй и старшая сестра Су находятся в пещере. Старшая сестра пробыла там так долго, что, должно быть, занимается чем-то важным. Давайте терпеливо подождем здесь. Брат, я действительно не могу этого понять. Я тоже старейшина. У вас действительно много долгожителей? Если вы мне не верите, то на самом деле долголетия не так уж много. Системная панель искренна и не обманывает меня. И царство было успешно обновлено до 2-го уровня Юаньин, а оставшийся срок службы по-прежнему составляет 300 лет. Это просто слишком быстро для непосредственного обновления и перестройки. Похоже, что поглощение духовной силы также может привести к возвращению системы к старейшинам. Старшая сестра, после того, как вы испытаете свою удачу, не могли бы вы снова прийти к старейшине? Конечно, вы можете прийти ко мне в любое время. Если мне повезет, вы сможете проглотить эти 10 таблеток Хуаинь по своему желанию и сохранить их. Если в будущем ресурсов будет недостаточно, приходите в секту Мисти, чтобы найти меня. Спасибо вам, старейшина. Вы так добры. 10 таблеток Хуалин были розданы, а 20 таблеток Ляньшень были успешно возвращены. А где же люди из секты демонов, разрушающих небеса? Брат-призрак, 4 члена секты демонов, разрушающих небеса, с самого начала создали хорошую организацию в Ваньмулине. Старый пес Сюй зашел в тупик и приказал всем отправляться в путь. Если потребуется, примите таблетки для подавления холодовой цепи и будьте уверены, что вы убьете их одним махом. Благодарю вас, старейшины, за вашу помощь. Под ногами Мэй все еще немного крови, так что я просто обопрусь на себя. Этот чертов старый пес выбрался наружу. Черт возьми, этот чертов старый пес снова преуспел. Неужели все женщины-земледельцы Хихуансуна слепы? Старый пес Сюй, выйди позже, чтобы посмотреть, как ты умрешь. Старый пес Сюй, Лао Цзи разнесет тебя на куски. Голова, пожалуйста, успокойся. Они уже готовятся к объединению и уничтожению секты демонов. И нет никаких сомнений в том, что они умрут.
Ну что же, на этот раз позвольте мне посмотреть, как этот старый пес сбежал от женщины. И это снова затронуло ваше сердце. Такие люди, как вы, вообще недостойны быть моими учениками. Мастер, я действительно ненавижу мастера Сюй Лаогоу. Пожалуйста, помогите мне разобраться с ним. Я буду прислушиваться к вам в будущем. Позвольте мне сказать в последний раз, что этот старик странный. И есть большая вероятность, что у него все еще есть могущественный талисман на теле. Лучшее, что вы можете сейчас сделать, это подождать, пока он умрет сам. Но приданное моей жены, миссис Мэй, мне очень жаль, что я не смог должным образом защитить вас. Послушайте. После создания дюжины формаций демон Дао собирается что-то сделать со старшим братом. Добрый демон Дао. Работает рука об руку. И это изменит жизнь старого пса. Это замечательно. 4 демонические секты стреляли одновременно. И старый пес, и даже монах, превратившийся в бога, должны были умереть. Среди них старик наконец-то увидел хорошие новости. Нет, кто-то приближается. Как может быть так много яростного дыхания Юань-Инь, несущегося в нашу сторону? Старый пес Сюй, сегодня день твоей смерти. Старый пес Сюй — это секретное место, ты здесь не бездельничаешь. Шэнь Юэсо, Ли Сиэо Ванго. Обратите внимание на меры самозащиты. В зависимости от ситуации, те, кто использует спасительный талисман демонической секты, не очень хороши. Я боюсь, что дальше будет большая битва. У старика все еще есть такое мощное магическое оружие. Как же старик может быть таким странным? Быстро примите таблетки Цуйхуа с холодовой цепью. Секта кровожадных демонов. Неужели вы осмелитесь победить нас? Туманная секта решила победить старшего брата. Давайте быстро разберемся с ними и поможем мастеру. Дядя Ши может справиться с десятками врагов в одиночку. Достойный того, чтобы стать первым новым гением туманной секты, он действительно обладал необычайной силой и быстро убил оставшихся 2 монахов. Шуе очень силен, и я не могу слишком долго сопротивляться 9-кратной вершине Юань-Инь. После того, как разберетесь с ними, немедленно возвращайтесь, помогите мне выстроить строй, и пусть они увидят силу 7-звездочного меча. Сестры, защищайтесь от врага и ждите, когда люди из туманной секты придут нам на помощь. Ведьмы из секты Хэхуань, идите к черту вместе с Лао Цзи и Сумэй. Вы такие бесстыдные. Ведьмы умирают за Лао Цзи. Талисман, спасающий жизнь, недействителен. Кто-то тайно создал формацию, чтобы сделать талисман, спасающий жизнь нашего аватара, непригодным для использования. Демон-вор, это делается для того, чтобы убить нас всех. Неужели эти ученики демона сошли с ума? Неужели вы собираетесь умереть? Так что вам не нужен спасительный талисман, чтобы спастись? Может ли быть так, что старика так ненавидят, и ему приходится это делать, даже если он борется за свою жизнь? Поскольку я не хочу уходить, позвольте мне остаться под мечом божества. Черт возьми, демон Лао Цзи, откуда у вас столько мощного магического оружия? Ублюдки демона Дао сегодня даже жить не хотят. Проклятая секта демонов, разрушающих небеса, сказала: не используй это коварное образование, не бей себя сейчас и не делай этого. Не убегай. Похоже, что метод формирования был применен, и спасительный талисман не может быть использован, и это слишком опасно. Я ищу старого демона. Он использовал не всю свою силу, и прежде чем его магическое оружие Железной горы может быть использовано, все ученики демона должны быть уничтожены. Дао рухнет. Врожденный массив 5 элементов был активирован. Старина, идите к черту ради Лао Цзи. Это бесстыдство — осмеливаться прощупывать пульс в тайном царстве. Что вы делаете? Разве вы не знаете, что талисман Хуашань нельзя использовать в этом тайном царстве? Даже если вы используете это построение, независимо от того, насколько яростным будет ваше наступление, вы не сможете нарушить правила тайного царства Железной горы Старика. Старик уже понял это. Несмотря на то, что он не может допустить воплощения Бога, сила талисмана может продолжать действовать и здесь. Старый пес, если вы сделаете это,
Мистическая секта не сможет получить Дадао. Шэндан. Быстро отложите тайное царство и используйте талисман. Даже если вы выйдете, ответственные старейшины вас не отпустят. У этого старого пса действительно все еще есть 9-кратный талисман бога трансформации, и он делает 4 выстрела. Ну уже, подойдите сюда. Подойдите и порубите старика. Посмотрите, не разнесу ли я вас насмерть, ребята. Сначала положите овощи и съешьте что-нибудь. Скажи. Черт возьми, зачем мы выстраиваем этот щит? Теперь даже мы не можем использовать спасительный талисман. Хуашэнь Тиньвэй добился успеха. Тебе это нравится, Тони, блядь, старый пес, ты сумасшедший. Маленький король Шуюэ, дядя Сяо Ли, ненадолго вышел выпить чаю. Не забудь собрать трупы для демона Дао, и Дао Шэндань будет передано тебе. Ты, Мэл, просто следуйте за мной, как за последователем туманной секты. Когда эти демоны умрут, тайному царству ничто не будет угрожать. Собирайте урожай медленно и приносите больше вещей своему повелителю-императору. Секретный меч 9 вершин Хуашон ни в коем случае не является старым псом, которому мы можем противостоять. Старый песок! Я второй старейшина. Старейшина Сюй на самом деле оставил мне 9-кратный талисман грома, чтобы я мог справиться со злодеями из секты 10 тысяч ядов. Под талисманом повсюду были муравьи, и магическое развитие Юанина мгновенно исчезло. Дядя, не волнуйтесь, я верну 2 старших братьев из Даада Шиндани. Теперь, когда дядя Сюй ушел, я ваша начальница. Сходите и посмотрите, есть ли здесь какие-нибудь сумки для хранения вещей. Мы можем взять их, это вкусно. Сестра старейшина, вы так добры ко мне. Это благословение, иметь такую даосскую пару, как вы. Старшая сестра, вы все от старейшины Сюя. Удача старейшины принадлежит вам и главе семьи. Сестра, мы тоже хотим быть добрыми к старейшине Сюю. Старшая сестра, не могли бы вы представить нас друг другу? Это нормально, представить, но трудно сказать, понравитесь ли вы старшей сестре и старейшине. Старый пес Сюй, я, Сяо Хэ, непременно сотру тебя в порошок. Старый пес Сюй, поздравляю. Ты уже враг всей моей жизни, Юй Вэнхао. Рано или поздно я тебя побью. Сестра, я вернулся. Старый демон полон ненависти, осмелишься ли ты вернуться? Лао Цзы, извращенец. Старый цвет кожи, что ты делаешь? Я советую тебе успокоиться. У нас есть правила в сфере совершенствования, и обиды в тайном царстве небес и человека не могут быть вынесены наружу. Ответственные старейшины не хотят быть твердолобыми. И на этот раз ваша секта демонов окружила нас первыми. Если вы считаете, что ваша жизнь слишком длинна, этот старейшина не возражает уничтожить вас всех. Существует так много талисманов. Пещера, вырытая этим старым псом, раньше была залом для заключенных, верно? Брат, ты не ушибся? Боже, неужели у тебя в руке все еще так много талисманов? Это потрясающе. Сестра, ваш брат, как я мог пострадать? Простой ученик, враг демона в моих глазах, не более чем кусок пирога. Я сам. Позвольте мне спросить вас. Лао Му, Лао Цзы должен убить вас, старого идиота-демона. И если вы не сможете контролировать себя, вы умрете во имя божества. Мастер, когда я прорвусь через царство очищающей пустоты, я буду первым, кто отомстит старейшине Сюю Лаогу, ты действительно удивляешь. Фермер очень любит стариков. Сестра Юй, вы не понравитесь моему брату. Брат, скажите мне быстро, вы любите только меня? Теперь достаточно сказать, что люди Дао демонов Сюйсяо сделают это первыми. Но мой сын Шангуань Цзиньюй не провоцировал вас. Почему вы убили его? Ваш сын Шангуань Цзиньюй открыто приставал к Хэхуань Цзинсумэй и столкнулся с этим старейшиной. Черт возьми, мой сын ни в коем случае не такой человек. Сюйсяо, старый пес, неужели ты ищешь смерти? Я думаю, то, что ты ищешь смерти, это то, что ты подаришь Цзэюню. Подарок купи один и получи один бесплатно сегодня. Как ты смеешь открыто использовать талисман здесь, старый пес? Лао Цзы в первую очередь хочет сохранить жизнь твоей собаки.
Лао Цзы, старый пес, никогда не перестанет быть призраком. Не смейте ничего делать со старейшинами моей туманной секты. Лорд Данглай, уместно ли это? Карманные двери, достоинство, старейшина, достоинство — это все моя вина, что я не участвую в вечеринке и доставляю неприятности вашей посылке. Теперь, когда он схвачен старейшиной Сюй, виновато правосудие. Глава Дугу, у старейшины Сюи есть важные дела во дворце, так что не беспокойтесь. Попрощайтесь со старым императором. В секте есть важное дело, поэтому я больше здесь не останусь. Поэтому я уйду и вернусь в секту. Старый пес Сюй именно такой, каким мы его сегодня записали. Поторопитесь все. Волшебная дорога уже пройдена. За последние 2 дня мы должны собрать здесь все необходимые ресурсы и не оставить ни единой духовной травинки. Это сработало. Это сработало. Мы получили Дао Шэньдань. Это секретное царство мечей заранее заняло первое место. Мастер, я раздобыла для вас Дао Шэньдань. Ну что же, очень хорошо, мастер, в этом вся заслуга мастера. Ученик просто запятнан светом мастера. Шуюэ проделала огромную работу. После возвращения в секту, после 3 лет заточения, учитель вознаградит вас за ваши ресурсы и повысит в должности внутреннего диакона. Учитель, что такое 3-летнее заточение? Я не хочу быть в заточении. Дядя, пожалуйста, помогите мне молить о пощаде, организуйте больше охраны и не дайте этой маленькой девочке сбежать. Если Шуюэ осмелится солгать дяде Ши, просто подумайте об этом за закрытыми дверями в Хаушане. Мэй, вы же знаете, что это неправильно. Хозяин не такой. Я просто хочу впитать удачу и попрактиковаться. Просите мастера не наказывать учителя. Просто мне не нравится, что вы принимаете решение без моего согласия. Если вы в следующий раз станете учителем, вас исключат из школы. Ученик знает, что он не прав. Спасибо вам, учитель. Спасибо вам, учитель. Этот старый пес такой противный. Рано или поздно Лао Цзы получит его обратно с процентами. Старик, давай, гордись собой. Иди и трахни свою прекрасную девушку. В тот день, когда ты умрешь, Лао Цзы должен увидеть твое отчаянное выражение лица и утопить тебя во что бы то ни стало. Юй Вэньхао и Сяо Мухэ – 2 парня, один из которых сын удачи, а другой враг удачи. Но сейчас вы не можете торопиться с этим. Вы должны планировать медленно, ради учеников секты. Поздравляю вас. В вашей фракции есть только одна пальмовая дверь. У старейшин Сюй есть такая фигура. Серьезно? Дайте мне знать, что Тиньмэнь завидует. Старейшина Сюй стар и силен, он обладает необычайной силой. Лао Дао, я восхищаюсь Амитабхай. Судьба господина Сюя связана с моим Буддой. Лао Най хотел бы пригласить мастера Сюя посетить мой храм Ванчен. Лао Най лично прочитал Сюйши лекцию о толковании Дхармы и устранил злые препятствия этого мира. Благодарю вас, настоятель, за вашу доброту. Брат, на этот раз мы знаем так много секретов о дяде Сюе, что действительно не ясно, убьют ли нас, когда мы вернемся. Давай соберем вещи и убежим. Если дядя Ши не поможет мне заговорить и вернуться, меня точно посадят в тюрьму. Что-то не так. Если дядя Ши действительно заботился обо мне, почему он не защитил меня? Должно быть что-то не так. Он еще не позаботился обо мне по-настоящему. Хорошая девочка Лин, босс, 2-й ребенок, 3-й ребенок. На этот раз вы действительно устроили мне жестокую битву за секту туманов. Брат, сестра, уходите с поста, зная, что урожай такой богатый, что съемочная группа будет очень довольна. В моей эфирной секте наверняка будут гений и великая сила. Дядя, если не считать исследования тайного царства Шуюэ и остальных, самое важное — это мой брат. Старший брат вырыл пещеру со 100 000 горами и принес оттуда много мощного магического оружия и талисманов-оберегов, чтобы мы могли победить демона Дао. Этот сопляк наконец-то проделал кое-какую кадровую
кадровую работу, с его квалификацией трудно связаться с Дэном без поддержки секты. После того, как он пережил громовое бедствие богов раньше, это не является потерей в этой жизни, и вы можете спокойно сесть. Мастер-старейшина Сюй действительно проделал большую работу на этот раз. 4 пленников Хуашоня непосредственно уничтожили 4 демонические секты, и даже предыдущие небесные боги были уничтожены им. Старейшина Сюй внес большой вклад. На этот раз Сяо Сюй проделал хорошую работу. Босс, во-вторых, и в-третьих, следите за слухами о нем, старайтесь прояснить как можно больше, не влияйте на его старость, проводите больше идеологической работы для учениц, которых он поддерживает, и не позволяй, чтобы с ним поступили несправедливо. Маленькая девочка Сяо Сюй вырыла пещеру, и великолепное магическое оружие и талисман Аватара в ее руках являются абсолютными сокровищами. Вы и его возлюбленное детство. Вы должны присматривать за ним, пока он не умер, и крепко держать эти вещи в своих руках. Понятно? Дядя, не волнуйтесь, хотя Бао Сяомэй и валяет дурака, в глубине души он любит только меня. Мы с моим старшим братом раньше формально поклонялись небу и земле и стали родственниками. Когда он умрет от старости, все эти дети будут моими. Очень хорошо. Туманной секте улыбнулась удача, и учитель и дух предков ушли первыми, а через несколько дней вернулись, чтобы подготовиться к собранию секты и сообщить хорошие новости всем ученикам. Этот маленький Сюй еще не оправился от потрясающих событий. Как учитель, я получил повестки от нескольких старых друзей. Фуке для меня — это нанести вред в сфере совершенствования. Гуань — этот ребенок посадил в тюрьму мастера старейшину Сюя, и он вел себя двусмысленно с главой гармонии Юлин Луном на публике. Нам нет особого дела до главы. Карманная дверь чиста телом, а старейшины Сюй не знают Лу. Я боюсь, что директор манежа захочет трубить в трубу, а не Юлин Лун. Есть. Неужели требования к женскому самосовершенствованию в секте Хэхуань сейчас такие низкие? Боюсь, я влюбился в волшебный талисман Сяо Сюя. Скажите девочке Линь, чтобы она была осторожна, и в конце концов не попала в лапы Юлин Луна. Еще что-нибудь? Продолжим. Не только у Юлин Луна, но и у старейшины Сюя был роман с ученицей Юлин Луна Шумер в Тайном Царстве. И всем известно, что репутация старейшины Сюя больше не очень хороша в сфере совершенствования. Ученик Юлин Луна, этот сопляк благословлен. Мастера и подмастерья уходят в одно и то же время. Мне кажется, что девочка Лин ведет себя очень угрожающе. Нет, вы можете спуститься вниз и снова найти девочку Лин, но пусть он присмотрит за этим ребенком. Люди могут отдавать, но ничего нельзя потерять. Есть еще что-нибудь? Я слышал, что в мире самосовершенствования у него теперь есть другое прозвище — извращенный старый демон. Так что он исправился с помощью 2 женщины из секты Хэхуань. Нет, вам есть что скрывать от меня. Просто скажите, мастер, не сердитесь, если вы слушаете. Старейшина Сюй тоже пытается спасать людей. Как я могу сердиться? Дело не в том, что я не знаю, что сделал этот ребенок. Должно быть, я уладил это с другой девушкой, верно? Ну же, вот и все. В то время Шуюэ была ранена. Что именно? Это отродье, просто животное, даже Шуюэ спокойно, не сердитесь. У старейшины Сюэ и в мыслях не было ничего подобного. Все это была полная чушь, которую Шуюэ не знала, как делать, и такого рода вещи можно было бы сделать. Если бы на этот раз этот малыш Нянь Чаже не проделал великую работу в Тайном Царстве Небес и Человека, старейшина Сюй спас бы людей, он бы определенно, я не это имел в виду. Мы гарантируем, что срок 3-летнего заключения Шуюэ должен быть закрыт, и его нельзя освобождать ни на минуту раньше срока. Достоинства этого сопляка противоречат друг другу, и с этого момента им двоим запрещено встречаться. На этот раз Сюй Сяо, старейшина внутренней секты, смог добиться такого блестящего успеха в Тайном Царстве Небес и Человек. Он заложил хороший фундамент для секты на следующие 300 лет и утвердил должность главы 9 сект мира. Джанма, поскольку Тайное Царство Небес и Человека приносило огромные ресурсы, получаемые всеми учениками, удваивались каждый год в течение следующих 10 лет. Цзумэнь — это просто слишком много для меня, чтобы я мог быть красивым в своей следующей жизни. Старейшина Сюй, мне очень жаль, но мы недооценили вас. Вы приближаетесь к концу Шаояня, и вы упорно боретесь за то, чтобы вернуть нам ресурсы. Сюй Сяо захватил Шаояндань, и ему осталось жить еще 50 лет. У небес есть глаза. Старейшины, подобные старейшине Сюю, не должны были умирать так быстро. Мы должны позволить старейшине Сюю прожить долгую и прекрасную старость. Учитель, старейшина Сюй такой добрый. Я не хочу, чтобы старейшина Сюй рисовал. Посмотрите на смерть моего поколения монахов, и очень немногие из них могут культивировать долголетие. Старейшина Сюй смог получить поддержку стольких учеников в последние годы своей жизни и полностью развеял предыдущие слухи, что уже само по себе ценно. Взгляните на последние 50 лет, давайте будем добры к старейшине Сюю, а затем послушаем сплетни снаружи.
Учитель, старейшины относятся к нам так хорошо, что я буду хорошо относиться к ним и в будущем. Замечательно. Такому великому благодетелю, как старейшина Сюй, не следовало рисовать так быстро. Сестра, не волнуйтесь сейчас. Старейшины и 50 лет жизни. Все это вместе мы можем потратить на то, чтобы отплатить старейшинам. Сестра, я буду усердно работать. Сестра, как дела? Я все это постираю для тебя. Теперь эти ученики чувствуют себя настолько виноватыми, что считают тебя чуть ли не героем нашей туманной секты. Сестра, я давным-давно сказал, что ваш брат совсем не такой, как вы думаете. Теперь вы можете быть уверены, что никто не будет избегать вас, когда вы выйдете на улицу, и говорить, что следующие 50 лет позволят вам прожить в счастливой старости. Сестра, вот и все. Слухи о секте, которые ходили раньше, были действительно возмутительными. Брат, Шуюэ невежественно? Почему же ты такой невежественный? Дядя Ши сейчас очень рассердится. Если бы 3 старейшин не преградили тебе путь, я боюсь, что тебя отправили бы в путь. А не кажется ли тебе, что у этой маленькой девочки дурной ум, и она солгала мне, брат? Сестра, в будущем тебе придется соблюдать строгую дисциплину. Несмотря на высокий талант Шуюэ, ее мозг еще не развился. Поэтому ей приходится держать его в руках. Я думаю, вам тоже пришла в голову эта идея. Что это за слова? Брат, разве вы еще не знаете? Я люблю вас только как старшую сестру в этой жизни. Это настоящий шедевр. Что вводит в заблуждение, так это то, что изначально я планировала сохранить его для собственного использования в пещерном особняке моего предшественника. Но моя младшая сестра будет использовать его как вспомогательное средство для улучшения и просмотра пейзажей в пещере. Будущее. Таким образом, я испытываю облегчение. Брат, вы так